Ну что, ребята, здорово. Так. Нажал, пацаны. Смотрите, что у меня уже тут в лобби, уже в самом начале стрима ушли. Смотрите, просто что за красота у меня в лобби. Просто, блин, имба. Имба. Уже и пинчик, ребят, на него получил. Это вот. И пинчик забрали они. Уже все получил. Ребят, вот этот пинчик. Все, выдали. Все забрал. Ты вчера смог забрать тару? Не смог. Не смог. Не забрал. Драгонял, здорово, Дима. Итак, ребят, давай залетает на стрим. Всех родителей. Всем привет. Просмотрите, кто хотел на стрим, по лайку. Обязательно. О. Блин. Короче, ладно, прожмите лайк, потом добавлю обратно. Так, короче. Ребята, что тут? Давайте вверх попытыкаю все. Кстати, испытание снита пришел без стрима сам, но это фигня. Ну что, ребята, второй день финалов. Сегодня у нас сами играют NAVI. Блин, как же мы это долго ждали. Сегодня финальный чемпионат NAVI. Ребят, NAVI сегодня будут играть против будут играть СК. Трайбов. Так, давайте еще. Прошу бы. Короче, ребят, вот сайтик чемпионатов. Ребят, кто не знает, я вчера на основе забрал полностью все призы. То есть я на основе вчера все забрал. Я вчера прошел весь путь и сегодня решил зайти с твинка. Типа, один фиг. Ребят, смотрите, я буду просто сегодня, ну, как бы сделал ставки. Во-первых, давайте покажу свои предикты. Давайте покажу еще раз свои предикты, кто не знает. Ну, на трайбов, это, понятное дело, тут очевидно, не выиграют. Дальше ZT тоже. Ну, тут, ребят, я сделал NAVI, и тут я поставлю на СК. Вот, поставлю на СК. И, ребятки, смотрите, в чем прикол. Я буду проходить с НК, так как сегодня я на все вопросы, которые будут появляться, я буду стараться читать первые 3 секунды, чтобы вы увидели, какой ответ правильный. Сами отвечали, потому что мне, по сути, ну, не с кем надо на твинк это все. А вы, кто еще не забрали скин, я вам сегодня помогу. Трайб или NAVI играть. Иностранцы недооценивают NAVI, но на самом деле NAVI... А как, в принципе, в прошлом году было, кстати. Так и в прошлом году было. Ну, мы болеем. Никто недооценивает. Ну, это единственная русская команда. Там вообще в команде города, то есть. Болеем по-любому. Так, я вчера на 2 хаках тару забрал изи. Я на 2 хаках заиграл, отвечал, нормально. Через 10 минут, ребят, начинается трансляция. Так, начать, что тут? Так, тут тропа. День 2 прогноз мы сделали. А вообще, давайте посмотрим расписание вообще. Смотрите расписание. Короче, ребят, еще раз. Трай против Зеты. Потом, ой, не Зета, а Зеста. Ё-моё, команда Зеста, ё-моё. Потом Зета Зеро, ребят, против... ну, короче, здесь выиграет Зета. Потом Трайбы против NAVI и Реконик Спорт против СК Гейминг. А вот завтра, ребят, завтра будет вообще мега интересно. Я очень надеюсь, что сегодня выиграют NAVI. Очень надеюсь. В прошлом году они выиграли эту команду. И они сюда взойдут. Завтра, ребят, будет уже ZT Division против Replay Totem. Тут мега интересно. И Стамина против Team Quest. Тоже будет мега интересно. То есть, вот эти 2 матча уже мега интересны. Потому что и Тотемы сильные, и Зета сильные, и Стамина, и Team Quest. И завтра будет пипец какие интересные матчи. Звук пропадает. Это у меня микро, вот. Все, сейчас не будет. Нас себе заберут без проблем Трайбана. Блин, посмотрим. Ну, ребят, здесь все команды сильные. Понимаете, здесь нет слабых команд. Сейчас, на момент уже нет. В прошлом году, еще помню, как-то были какие-то не прям сильные. А сейчас? Сейчас нет слабых команд. Все сильные. И Трайбана сильные, и NAVI тоже сильные. Все сильные, короче. Все очень сильно. Так. Сейчас сек, пацаны. Включу себе стрим свой, чтобы я его видел. И начинаем, ребят. 20 минуточек остается. Ща. Так. Трайбелина. Да я знаю, что Трайбелина играет, боже. И что ж Трайбелина играет? И что? Я знаю состав Трайба.
В чем, типа, к чему это? 5 разов это бьешь? Так. Так, нормально. Как спрей получить зеленый? Какой зеленый спрей? Не понял, какой зеленый спрей. Кстати, что тут уже видосик есть какой-то? Что это за видос? День 2. А, это прошлый год. $1 million. О май гад. Ладно. Короче. Ребят, напишите в чат, у вас такие же прогнозы, как у меня, или вы что-то другое писали? Давайте пообщаемся с вами. На канале уже стрим идет. На канале уже идет, мы ждем на сайте, что было. А сейчас по-любому, а что там может идти? Ну, давай посмотрим, что там может идти такого. Бравл Старс канал. Блин, я слышу себя втором разу, или что это я слышу? Блин, как будто слушать по втором разу. Так. Каналы. И должен быть eSports. А, вот Бравл Старс и Sports. Да, тут уже идет трансляция. Так, еще раз, ребят, кстати, сеточка. Сеточка, кому еще надо. Так, давайте, кстати, можно отмотать туда. Началась трансляция тут. Давайте сеточку вам пока заскриним, чтобы мы ее видели тут. В отдельное окошко мы ее тут вставлю, эту сетку. Чтобы мы ее не потеряли. Блин. Я мою долбаную вестница. Виснет, ё-моё. О, все. Так, откроем картиночку на вкладке, чтобы видели сетку. Все, отлично, найс, есть. Супер-пупер. Так, найс, короче. На ютубе уже началось, ребят. На ютубе началось. Первое место $400 тысяч. Эй, а чё, говорили же миллион, чё, нас обманывают? Тотал прайс миллион. Ладно, сейчас я понимаю. Такие. Ну, у всех так же. То есть, я думаю, сегодня здесь, ну... Интересно, как думаете, ну там NAVI против Трайп, мне кажется, будет 90 на 100, Z здесь будет 99 на 1, я не знаю, тут прям капец будет. Просто. Так, как с компа стримить? Через OBS. Все просто и легко. Через OBS. Так. Нормально. О, все. Начинаем, ребят, начинаем. Погнали. Начинается у нас с вами translation. Началось, да, все, на сайте началось тоже. Кстати, началось уже тут. Выбочку чуть переместил. Ой, красота, все. Полетели. Привет, началось. Да, вижу, все. Блин, а чё? Прогружайся, бро. Чё не перегружается? Прогружайся. Так, давайте уже музычку вырубить можно. О, все, уже и в Бравле уведомление пришло. День 2. Подключен другое устройство. Какое другое устройство? О, все. О, имба. Так, музычку давайте пока вырубим. Так. Ну что, первое место $400 тысяч, третье место $80 тысяч. Ну и все команды, кстати, которые пришли, они уже золотые $15 тысяч на всю команду, так что, мне кажется, уже очень неплохо. 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 В принципе, да, нормально, да, так. Залутают. Залутают приличненько, так, приличненько. А, блин, то я со своего второго сидел. Ё-моё, охренеть, я идиот. Я со второго монитора сидел тут на этом сайте. Видите, дурак. Нормально. Нормально я тупанул так. Просто сейчас каждый второй стрим по этому чемпионату в ахере. Каждый просто второй, это аж пипец.
Блин, офигеть, все нам пока сетку. Ну давайте, 2 минуты, все, 2 минуты на начало. Нас обманули, ребята. А, не, все правильно. Это я так стрим рано начал. Я больше не буду так стрим рано начинать. Тема, что так рано стрим начал? А что-то в Бравле посмотрим. Что тут в Бравле смотреть? Нечего смотреть, тут все скучно. Нечего делать в этом Бравле, кроме лиги. Реально нечего. Кстати, 62 левел, что-то. О, ребят, случайная выдача добычи. Напоминаю, кому надо, забираем случайную выдачу добычи. 90, ребята, случайная выдача добычи. Кому надо случайно получать добычу, получать случайные. Блин, до сих пор, кстати, скин на Бассера не получил. Если бы я, кажется, выполнил бы квест, я бы его получил, да? Ну сколько тут? Это 400. Блин, где-то 400, потом 800, потом это 800, потом это получается целый степ Бравл пасса. 2 степа. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 250. Да, это еще 4 степа. То есть, блин, я бы уже прошел Бравл Пасс, если бы я выполнял все квесты. Но мне лень их выполнять, я не выполняю квесты. Они как-то сами собой выполняются, либо я вообще не выполняю. Такие дела. И такие делы, короче. Будет хорошо, если нам выиграют лям долларов. Вообще отлично. Но не лям долларов не играют, могут выиграть 400 тысяч. В прошлом году выиграли, кстати, 200. Вот это сильно. Еще раз видим сетку. Еще раз на мою ПК. Завтра, ребят, прикиньте, мы сегодня смотрим 4 матча. Вчера смотрели 4. Завтра мы смотреть 4. 7 матчей, 7 матчей. Best of 7 будет в финале. Ой, вот это будет вообще мощно. Ой, Best of 7, ребят, в финале будет. Это же вообще капздец. Это будет очень круто. Это будут такие зарубы. Это все режимы в игре. Это классно. Так. Ран, ты помнишь, ты мне вечером донатил на пинави 107 геймгиры? Сейчас не всем, но если реально, типа, мог завтра, я очень рад. Просто много вчера кому донатил. Тася, здравствуйте, Тася, привет. Кики Микс, привет. Всем привет, ребят, кто заходит на стрим. Всех рад увидеть. Увидеть. Так. Полетели дальше, все, ребят. Нет, стойте. Кстати, чекну еще. Ребят, сек. Я могу здесь кое-что чекну сейчас. Ладно, погнали. А, у меня трансляция вырубилась. Ё-моё, она вырубилась. Что за бред? Трансляция вырубилась еще. Вот этот. Бля, у меня стрим. Ой, мне просто залегали уведомления. У меня миллион стримов врубилось, сука, по подпискам. Ребята. Да кое-что сделать еще. Блин, а чё с трансляцией, ребят? Чё с трансляцией на сайте? Чё с ней? У меня одного не прогружается. Ребят, пишите в чате, у вас прогружается на сайте трансляция? Ой, бля. Не-не-не, это с АП не на одном это... Все, найс, прогрузилось, все, отлично. Бля, как мне что они песню с АП врубают в начале, охренеть просто. Прогружается, ну все, это у меня что-то не прогружалось. Все, отлично. Супер-пупер-пупер. Я все говорю, все, понял. Гриш пишет мне в инстаграме, передай привет. Гриша, привет тебе, привет, здорово, бро.
Ладно. У меня все грузит, прогружается. Да, Тася, вот опять рекламщика. О, кстати, ребят, Тасе кидал вам ссылочку на сайт, кому еще надо. Тась, спасибо. Тася вам кидал ссылку на сайт. Кто еще не знает, где голосовать, вдруг, ребят. Короче, сейчас будем стараться комментировать. Ребят, я опять же говорю, кто сейчас на стримчике вместе со мной будет смотреть чемпионат. Я буду вам говорить, точнее, я буду, если все вопросы, которые будут появляться, будут просто рандомно на них нажимать, вы будете видеть ответы сразу будете правильно голосовать. Кто еще хочет забрать пин, либо же твинк свой. Короче, буду вам помогать, будем вместе ставить ставочки. Начинать, все, начинается, полетели. Все, пошел контент. Ce deuxième jour des finales mondiales de Brawl Stars, on a eu Du un jour Brawl Stars. d'excellent hier, beaucoup de 3-0, beaucoup de bons matchs, 4 équipes qui se sont déjà qualifiées pour dimanche. Et aujourd'hui, on a les 8 équipes suivantes. Он на французском говорит, я только сейчас эти понял это. Ici, à Disneyland Paris. Мне кажется, реально, в первые 2 года назад кубок был гораздо жестче, не знаю. Сейчас как будто, знаете, такой, как будто из картона. Нет такого у вас ощущения, как будто реально из картона. Все, 80 до скина осталось, черный забрал. А, ну, сегодня точно уже получишь. Ты проголосовал, уже получил. Validated their tickets to the finals. Tomorrow, Championship Sunday is going to be big, but there are 4 more spots to take, and these spots are going to be taken today. 16 teams are in competition here at Disneyland Paris, but only one will leave with the biggest of titles. I am Трайв вперед, трайв дам. your host all weekend. Трайв вперед, дам вперед, всех вперед. Для того, чтобы было за что стараться, не бороться. Welcome back, everybody, to the Brawl Stars World Finals. Day number 2 is getting underway. Once again, here at Disneyland Paris, it is a full Рейдиса, Тедди, ура, Тедди. Классно. Денег на кубок не сел, пришел сделать картонный, сори, ну реально. Я помню, 2 года назад там такой, знаете, был реально такой железный какой-то кубок, такой красивый, прям сочный такой кубок. Сейчас просто как будто из картона, серьезно. О, так, в каком режиме команда Zest проявила себя лучше? Ну, давайте Brawl Ball. Я просто рандом вам говорю. Все говорят Brawl Ball. Горячая зона, ребят, горячая зона. Отвечайте горячая зона. Блин, все мечты за горячую зону. Ну, просто Brawl Ball самый популярный режим. Просто Brawl Ball самый популярный. Вот и все. Вау, монеты, давайте берем монеты, имба. Монеты, ребят, то, ради чего мы сюда пришли. О. Ой, и на ютубе мы открыли, да. Мы везде открыли прям эту трансляцию. Ладно, на ютубе нависнет, давайте закроем. 4 Teams, ребят, все. 4 команды уже прошло, да, гранд-финал. Круто, круто, классно. Амина и Team Quest. Ребят, ставьте лайк. Пацаны, реально, год убьем 50 лайкосов. Знаете, успел кубок нормальный, да, реально. Я надеюсь, на жесткий кубок не летел. Да, 100%. На призывы хватило, на кубок нет, вообще офигели. Бывает такое, пацаны, бывает. Рейд просто все стримят, все сейчас скажут, что пускай стримят. The round of 16 is finishing up here with the last 4 matches in this segment. Tribe Gaming EU will face off versus Zest, then Zeta Division 0 versus Chazmat Gaming BR. Next, Tribe Gaming NA versus NAVI, and Reconic Esports TOC versus SK Gaming. Some serious matchups here on the bottom side of the bracket. NAVI, то есть NAVI еще будут играть. Вот, ребят, нижняя сетка, вот. Tribe Gaming, Zeta Division, Asmatic Gaming, Tribe Gaming, NAVI, Reconic Esports, SK Gaming. Вот все команды, ребят. NAVI сегодня будут играть третьим. Теперь, ребят, будут играть Tribe Gaming против Zest, потом Zeta Division против Cosmatic, и потом уже будут у нас NAVI. Смотрим предикты. Уважуха, Тедди. Тедди красавчик, бро, вот эти все фу. Они вот эти, кстати, Арк никогда на NAVI не ставит, никогда. Он никогда на NAVI не ставит. Почему всегда все против NAVI? Вот, ё-моё. Teddy красавчик. Teddy красавчик, уважуха. I was right. I'm counting on making that happen again. Just getting, you know, a 2 correct prediction lead over you guys. Worst case scenario, I tie it up with you. It's just win-win. I'm very strategic. Зон красавчик, просто лютый. Реально мощный, наимощнейший. Вообще кто? Ну ладно. Шутки, ну ладно.
make sure you engage with us on TikTok. We want to see Нормально. y'all's reactions as well. You can share those with us using hashtag BSWF22. And Тедди легенд, share да, with Тедди us your красавчик. reactions. Так, 3 минуты еще у нас еще. 3 минуты болтовни. Давайте тоже что-то поболтаем. Давайте тоже, типа, сделаем вид, типа, мы крутые. Блин, у меня вот такой микрофон километровый вообще был бы жесткий, да? А, у меня, кстати, где-то он есть. Его, мне кажется, видно не будет. Ладно, печально. Не найду. Маша топ. О, Маша, да, Маша жесткая. Окей. Окей. Мы просто играем в жизнь. Сейчас не понимаю роль. Просто Тедди помогли пики. Это мана самая сложная спорт. Да. Блин, думал, сейчас найду его, ладно. Ты забрал Тару? Да, брат, забрал. Легенда. Отец умер. Да, блин, да не надо так говорить, блин, это не смешно. Реально. Не смешно, бро, вообще не смешно. Вообще. Ё-моё. Знаете, что интересно? Чекнуть. Сейчас хочу чекнуть. А, все, выходит команды. Сейчас посмотрим, ребят, команды. Сейчас. Трайбы выходят. Линайн. Блин, Линайн первый раз он играет за Трайбы в этом году. Давайте смотреть. Дали. Number one seed here in EMEA, but looking at more international, inter-regional rather, results, it's not quite as good. World Finals 2021 was pretty much the same squad minus Lynn. Нормально, у меня матери, блин, да скорее все, про мать. Так, за Трайб 85%, ребят, за Z проголосовали всего лишь 15. Ну, ладно, я думал, кстати, будет больше. Не, ну больше будет там за Нави. Хотя Трайбы европейский, НА тоже многие из них голосуют, тем голосуют, то есть не прям разрывной счет там будет по голосам, мне кажется. Ну что ж, готовы? Пацаны просто собрались и погнали. Смотрим первый этап. Кстати, интересно, реально, Трайб это хорошая команда, популярная, сильная. Интересно будет. Ну, это как бы ведущий, диктатор, это ведущий. А очень сложный соперник, да, конечно. Конечно, просто появляется, вот между командами, то есть когда две команды сыграли, и там другие. Ну, этих челов я вообще не знаю, просто. Да, 100%. После каждого прохода команды следующая сетка. Да, тут группа очень сложная. Да, я знаю, да, у NAVI вообще очень сложная группа, очень сложная сетка, но прям мега сложная. Didn't make it to Worlds last year, didn't make it to MSI. This is their first big event, and I mean, it doesn't get a whole much bigger than this. Keyword yet. They have not мега сложная сетка у NAVI, ребята, мега сложная. This is their chance to claim it on the big stage and a potential to continue a continuous curse if from EMEA. Tribe Gaming EU, they need to break the настроение, да, нормально? every single year since Антон, спасибо, Мартин. Ведущий на лайна похож. Да, кстати, реально. Не, ведущий прикольный. Tribe Gaming EU, they have to close it out here. And Zest, they're an unknown enemy, but they are also severely the underdog in this matchup. Oh, absolutely. I think one thing that kind of gives me some more hope for Zest as well is their coach, Yag, which, if my memory serves me correctly, was the coach for Bunker at Worlds last year. Опять же, видите, да, везде все-таки эти подставки есть. То есть в прошлом году таких не было. Видите, вот смотрите. Вот смотрите, она поднимается прямо с стола. Вот видите, она прямо с стола вот так. Поднимается, чик, и ставишь туда планшет, прикольно. Trap Gaming EU сильнее, чем НА. Не знаю. Может быть. Может быть, Brawl. Hugely affected by momentum and how good their opponents. 15 тысяч подписчиков. Лучший. Спасибо. Гранд топ. Спасибо, Морти. Это реклама. Где реклама? Нет рекламы.
Tribe Gaming, Zest. Сун, ребят, скоро. Скоро все будет. То ли еще будет. Окс еще нового в магазине. Что-то. А, это тимигачка или что? Скин какой-то. Выпусти меня из подвала, пожалуйста, бро. Там пока сидим, давай после чемпионата. Я вылетает. Реклама. И хорошо это? Что там плохого? Это хорошо, бро. Я получу там сколько? 0,0001 цента, да. А, детство, конечно. И только как они появились, я чувствовал, что они появятся. Так, ну чем? Скоро, бро. Став, меня вначале спросили, какую команду я поддерживаю тебя, только кого не было. А? Трайб выиграет и заберу скинотару. Давай. Все, погнали. Ну, давайте, начинайте. Хоть что-то. Смотри, кто-то приходит в куртке. О, Фрэнк, ё-моё. Трайб фанаты. Лекс, ё-моё. Ну, там вообще все собрались, реально прям все. Реально буквально все. А что у них там за листочки? Этих четвертый игрок или это тренер? Кто там стоит рядом? Это тренеры, да? Все, начинается, ребят. Первая карточка. О, кстати, хорошая. Блин, вот знаете, что мне нравится? Что реально в этом году очень хорошие карты. Они мне все нравятся. Ну, практически все. Исключение там, может, парочка. Но так, практически все карты мне очень нравятся. Интересно смотреть за катками на эти карты. Так, ну что, полетели. Что у нас по банам? Давайте посмотрим, что по банам. Так, баны. Отис, Бит, Макс, Бель, Брок, Боня. Кстати, все баны разные. Нету похожих банов. Банов никаких нету. Газ берут первым пиком. На страйбы. Когда Нави? Нави третий. Сейчас играют третий, потом еще. Сейчас сыграют на трайб против Зест, потом Zeta Division против Косма Гейминг, и потом Нави против трайбов. Одна. Б. Б. Да, Б, блин, сильно будет тут, кстати. Тут, блин, по сути, ну, никак не сейчас могут Пайпера взять. Но логично будет забрать Пайпер этим, как его, трайбом. Грифа берут. Грифа. Интересно. Ну, как мне нравится эта анимация, такая классно, ну реально очень круто анимировали все вот это вот, просто так-то все появляется, пики все. Это, кстати, реально очень сложно, прям в эфире это все делать. Это реально сложно. Это такой трайбана. Это команда такая, бро. Пайпер, ну да, я сказал, что Пайпер заберу, да, да, логично. Логично, и колец, кстати. Да. Колец носит прям много дамага. Интересно, реально, кстати, интересно, очень пики, не понятно, что тут будет. Снимать заморочились, да, да, прикольно. Она что обозначает? Ну, посмотри в гугле, что означает она. Блин, Дэрил все-таки берут. А зачем они берут Дэрила? Там колец не берут Дэрила? Америка, бро, это Америка. Да, полетели. Ну погнали, первую катку на сегодня. Пики очень интересные, не знаю, что будет. Чел взяли Дэрил, когда там колет, я хрен пойму, ну чем, ну ладно.
Посмотрим. Тем более трайба не промахи, типа, мне кажется, вряд ли колет будет ураскать Дарил. Не забывайте нажимать на кнопочки, вот нажимаем на синь кнопочку. И 10 очков в кармане. Так. Ну пока никто никого... А, вот это Бе, ой-ой-ой, Бе вышла очень так нагло и забирает просто Пайпер. Я же тут видел, что так нагло она вышла. Нормально. Ой-ой-ой. Ой, залетает Дэрил просто, ну опять же так нагло, какие что делают? Смотрите, просто минус 20%. Как же нагло заходит Зета? Зест. Давайте просто, я буду называть их красной командой опять же. Зест. Зеста. Ой-ой-ой, ульту все сейчас заберет. Заберет, колет. Охренеть, что они творят. Дэрил залетает. Бе накидывает. И ничего не могут сделать. Просто охренеть, я в шоке. Я просто в шоке. Гаш там промахивается. Вообще не попадает втроем. Что они творят? Да просто что творят сейчас Зеста? Я в шоке. Просто видно какое-то... Что сейчас было просто? Да, охренеть. Ой, ну сейчас уже трайбы дают ответочку, Дэрил, ну Дэрил сидит просто ульту копит. Дэрил просто ульт копит, но ему пофиг. Просто ждет ульту. Бе стоит тоже, в принципе, сейчас уже не прет, так как... Ой-ой-ой. Ульта от колеточки, пару тычек Пайпер дал, точнее одну. Гавс сразу пытается что-то с ульты сделать грифу, но долетает Дэрил сразу, ну, через Гавс, потому что урона меньше всего. И его сейчас, походу, заберут. Да, Гавс все-таки его забирает. Буст подобрал. Забрали Пайпер, опять же. Не, ну Трайб... Ой, Зеста очень сильно вначале подавили. Прям очень мощно. Прям мега мощно. Прям мега-мега мощно. Тут уже будет очень сложным камбэком. Хотя нет, смотрите, залетает Гаус, дает тоже нормальный такой дамаг по сейфу. Еще дает тычку. На 20 хп за мешочком прячется, дает тычки по сейфу. 41-35, очень небольшой. Очень небольшой. Очень большая разница, но все-таки нет, не дают никак. Не дали залететь колец. Все, выиграли. Все-таки, ребята, первую катку Зесту забирают. Блин, очень молодцы, реально очень мощно отыграли, отдефали жестко, да. Реально очень мощно, очень мощно. Очень было мощненько так. Нормально, да. Вторая каточка, полетели. Слишком волнуется, видно. Но... Ну, тут все волнуются, тут-то видно. Так, ладно. Полетели дальше. Ну, трайбы уже играли, то есть, понимаете? Сложнее, мне кажется, будут NAVI, потому что они не раз так на сцене играют. В принципе, все команды, которые сейчас играют, они уже на сцене играли. Нажимаю кнопочку, все что. А вот NAVI еще ни разу. Может, кстати, боюсь, что NAVI могут заволноваться. Ну, посмотрим. Ну, тебе сейчас в лобби залететь. Не, бро, я сейчас посмотрю. Так. Газ дает сразу буст Пайпер, но подбирает его Ли9. И уже продавили фланг и выходит дамаж сейф. Уже все, уже Зеста на базе, но вот Дэрил хочет пройти опять через Гавса, Пайпер летает и все-таки меняется флангами. Не дает Дэрил сделать этот трюк в прошлой катке. Не дает ему так поступить. Ну, Дэрил через мид решает вообще идти через Пайпер, ё-моё. Да, Дэрил вообще что-то капец оборзел. И залетает все-таки на Гавса Дэрил, промахивается ультой Ли9 на колете. Ну, забирает Дэрил. Слушай, забирает Дэрила, и колет проходит, дает урон под бустом Гавса. И Гавс тоже проходит, дает урон. Ну, там осталось Бе. Залетает еще залеты от колет. Забирает колет. Не, забирает? Забирает колет. Забирает. Забери ее! Не забирает. Не забирает. Ой-ой-ой, какой урон от Дэрила! Очень урон от большого Дэрила. Ой, хорошо. Пайпер сломала стеночки. 41-58, ё-моё. Ну, разница небольшая. Тут один залет Дэрила, либо один залет колета, и она все. Все, сгущает, все, но уже... Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, Пайпер что-то их дает. Не смогла ничего сделать. Бе. Носит все-таки еще урон Дрейдж. Блин. Ну все, неужели GG? Все, ребят, походу. Не, ну тут уже не... Хотя... Не, походу.
задамажит. Сейчас просто... Все. Да, ребята. Ну, потненько. Ну, комментатор, спасибо, так, просто. Ну, очевидно вещи говорю, спасибо. Я сейчас сразу комментирую, сейчас просто эмоции свои говорю. Так. Нормально. Так, полетели дальше. Ух, интересно, очень интересно. Так, полетели. Короче, опять же, так же становится. Сразу Гавс пошел на Дэрила. Точнее, Дэрил на Гавса сразу идет, потому что может Дэрил залететь только через него. Грифс пошел направо. Сейчас будет раскрытие флангов Дэрил или нет? Ну, походу, Дэрил сейчас ГГ. Ну, Дэрил, главное сейчас закрепить ульту. Он без ульты ничего не может сделать. То есть ему сейчас пофиг. Все, у него есть ульта, ему сейчас надо отхилиться и залетать. И залетать на Гавса. Или на Пайпер. Блин, забирают Грифа. Оп, залетает на Гавса, но ничего не дает ему этот заряд. Вообще ничего не дает, только Гавс ульту подкопил. И забирает также Пайпер, бей, залетает Калет, носит урон. Гриф успевает дать ульту и умирает сразу после этого. На лоу остается, получается, Калет, ждет от хила. И сейчас тоже будет жестко дамажить. Гавс тоже справа фигарит сейв. Пайпер с ультой, Гриф с ультой, Дэрил с ультой готовится залетать. Ну там Калет, он хрен залетит, он понимает. Хочет залетать опять через Гавса. Но Гавс тоже отходит, дает еще буст Калете. Короче, тут очень мега сложно сейчас будет им все это сделать. Но, блин, Дэрил всем пытается, видно, залететь, пытается, старается. Залетает все-таки через левый фланг, опять же, там, где Гавс, но проход Калет. Они решили забить на Калет, так ульты нет, по сути. Урон Калет незначительный вообще без ульты. И идут вообще в раш на сейв противников. Дамажат их сейв, но все-таки Гавс и Пайпер тут убили Дэрила, и там уже Калет с гаджетом фигарит сейв. То есть его вообще не могут забрать из этого хила и жесткого. И уже идет, ребята, на стороне Зесты битва. Калет проходит в правую лазеечку и начинает фигарить сейв. Успевает еще одну ульту, Гриф ее останавливает, но это практически ничего не дает. Все, урон очень большой, ребята. Трайбы забирают первый режим. Контентный комментатор, да? Нормально. I mean, Zest aren't surprising us so far. I think that draft was a fantastic one on their end. Even enough that, you know, this got close. This got dangerously close. If that second game, a 10% difference, and suddenly we would have had Zest set. Ладно, идем дальше. Это, ребят, был только первый режим. Треба надо забрать еще два. Смотрим, ждем. Блин, вот самый, блин, я больше всего жду NAVI. Там NAVI. NAVI натян. NAVI натян. Seriously prevented the beat from doing what B is usually supposed to do, keep things at long range, slow things down whenever she can. I do want to give a shout out to Loco because he was going nuts that game. In fact, all of Zest was taking game number one is such a great statement over a team like Tribe Gaming EU. But what really matters is those set victories. That is what actually gets you closer to taking a match win. Absolutely, and I think Tribe just escaped a big trap here. Wow. It was close, but the stats, they tell a different story here. 17 kills on Drake, 10 on Tomlin, a little bit behind, but does have a decent bit of damage as well. I think no one struggled to really find, you know, any sort of connections after those Daryl rolls, and it's a problem, you know, sometimes with the tanks is until you are in the action and you are, you know, right next to your opponent. Здесь хорошо. Да, здесь достойно держались. Да, очень достойно. Wait for that super to pop up, but I think that Tribe did an amazing job here at dodging that trap in the first set where Zest, you know, they win. Хорошо. О, блин, как я люблю эту карту. Еще, мне кажется, вчера не было этой карты. Вчера не было этой карты. Блин, такая классная. Очень нравится мне эта карта. Очень крутая карта. Очень нам нравится, Рили. Я полетели дальше смотреть. Интересно. Блять, не ту карту пока. Они поставили сейф. Ладно. Блин, карты вчера не было, интересно. Первым пиком странно взяли сту. Я думал, возьму какую-то Белль, какую-то Пайпер. Хотя Пайпер, говорят, не прям сильно играет. Видите, забанили нас Ольти, забанили Бия. А чё они опять поменяли? Чё они поменяли? Я моё, ребят, алло. Ладно, окей.
should have seen it coming from a mile away because B has been banned on the side of Zest. They fully intend on running a PokeCon. Yeah. I mean, this has some real potential on the side of Zest. I love this too. Don't get me wrong. I think it's one of the most dominant picks. Кстати, реально, кстати, это еще первый чемпионат мира, где вот такой на самом формат. Формат пика вот такие вот. Интересно. Not nearly as strong as it used to be, but it can still help out massively. On the other hand, Poco, an absolute threat on this map. Wonder why they went Gale rather than Max. To be completely fair, I think that would have been a potential explosive pairing. But I do respect the Gale here as well. I mean, obviously, you know, you want to control the zone. Nothing better to get you out of the zone than a Gale. I'm going to go out on a limb here and expect that they're running the jump pad for a little bit of extra momentum into the mid area. Perhaps it could also help to counter whatever they might be going for in tandem with. Yes, I like подписывайтесь сюда, ребята. Походу вместо монитора монтажера там Бастер. Братан, Драгон бот. Бро, туда меня, туда. Печально. Кстати, не год наберем 60 лайков, тут 2 лайка осталось. Так, Карл берет. Блин, скейт, странно очень пикет, честно. Хотя не, ладно, Карл еще нормально. Но я не понимаю, против кого Гейла. Я не понимаю, против кого Гейла. Блин, сложно против Стуна Гейла, не знаю. Ну, посмотрим сейчас, что будет. Мне кажется, у Трайбов гораздо пик лучше, гораздо. Тот Амбер будет херачить Пока. То же самое Лола на Данксе. Не знаю, посмотрим. Кажется, по факту. Ну, понятное дело. Понятно. Летели. Вперед. Ну что, полетели. Да, слышно со сцены, как люди кричат. Так, ну что, опа. Отис. Блин, устрите, просто стритнули надо, просто по ним попасть. Я не знаю, честно. Просто не знаю, что за пик подобрали. Зест, вообще фигня. Ребят, не забывайте нажимать кнопочки. Не забывайте. Кстати, один раз уже забыл. Ну, вообще что-то не понял. Ну, типа, вообще непонятный пик у Зеста. Вообще, прострите, что кто делает для нас, посмотрите. Ну, по нему не попасть, прострите, по нему не попасть. Лола на миду стоит, и никак не убить, типа... Ну да, залетает Карл, сейчас заберет Лолу. Ну, кстати, да, уже забирает контроль Зеста, но мне кажется, слегка выбит их Амбер. Да, видите, вот сразу отзанивает их. Хотя нет, смотрите, стоят. Ну, ставит гаджет Линуэн еще. Добивает, не добивает. Пок, кстати, взял на хил Старку, а не на урон. Хилит, все-таки, блин, Старку очень редко играет, практически никогда даже не играет. Как сказать, рискнул, взял именно Старочку на хил, видите, не зря. Саппорт и жестко тиммейтом. Лола. Блин, ну все-таки трайб подзонили 62%, 64%. И да, пинчики крутятся, блин, ну офигеть, конечно. 78. Блин, кстати, смотрите, отзонивают. Z отзонивают, стоят, забирают зону все-таки. Пока там старается что-то сделать в соло. Ну, 59 хп. Блин, залетает на гаджете Карл, но тут уже не знаю, это... Хотя забирают Лолу. Я орну, если сейчас как-то заберут Зеста. Я охренеть, забирает Амбер. Забирает, блин, это сейчас будет капец, если они выиграют. Сейчас будет просто трэш. Они контролят зону 90%. Блин, ну их выжимает нормально так. Забирают все-таки. Да ну. Успели. Охренеть, Зест. Просто охренеть, что они творят. Понимаете? Я в шоке, там уже все хлопали, все говорили, ура, нет. Нормально. Летели дальше. Очень жестко. Наказали, да, реально, наказали спин. Ребят, не спините. Вот видите, спинили здесь раньше времени эти трайбы, теперь больше не будут спиниться. Поняли? Так, ладно, дальше, короче. Нажимаем кнопочку, не забываем. Вот следующую каточку. Так, опять же, за это сейчас начинают контролить зону. Уже 25% практически забирают, но их все-таки отзонивают. Пока дает гаджет. На вид кидает ульту Амбер, тем самым не дает им подойти. Лол уже набил ульту, стул с гаджетом. И ну, видите, сложно сейчас подойти. Сложно подойти. Забирают там все-таки Гейла. И контроль за трайбами. Хилится Пока, ждут Гейла, на гаджете прилетает.
дает гаджет Гейлу, и сейчас Гейл уже может понаглеть, вот, в принципе, да, и Пока тоже на гаджете. Блин, все-таки поджигает Амбер, и тут уже не сладко, прям очень сильно. Но все равно, слушайте, 30%, ладно, еще не все, ребят, мы увидели, что было в прошлой катке. Ой, Амбер, ну, сам Амбер просто подожгла, чтобы кустрить, или промахнулась, это интересно. Ладно. Залетает Карл, пытается забрать Амбер, но не получилось. Не получилось, очень большой раунд лолы. И пытается что-то тут сделать, ни хрена что-то у них не получается. Поджигает Амбер Пока, но тут да. Тут уже все. Вряд ли что-то уже сделаю. Хотя забирают у нас с вами Дрейджа. И выходит Пока, все-таки хилит еще раз всех. Слушайте, ну... Блин, не знаю, но у них хп у Гейла мало. Если было у него сейчас хп фул, может быть, что-то сделали, а так нет. Ну все, тут все втроем уже наваливаются. Они подумают, хоть с респы тут ничего уже не сделаешь. Не, уже вся Амбер ульта. Гейл уже и так, и сяк наперекосяк, но нет. Блин, слушайте, но 100%. Собрали? Собрали Трайба. Трайба. Комментарии давай. А что мне делать? Я диск кинул. Я не увидел дизлайк и не увидел. Блин, конченый. Если он реально кинул дизлайк, то конченый. Я не видел. Реально, ребят, посмотрите, кто видел дизлайк? Я не знаю, не видел дизлайка. Я поставил на Трайбу, тогда пусть они проиграют. Реально видел дизлайк? Серьезно? Дизлайк? Рейд? Или дизлайк видели? Alright, just a couple of percentages lead, but the first kill goes the way of Tribe. I mean, zone control now, Alonso burning down and will end up dropping. Конченый, реально конченый. Now Tribe have a solid foothold in the mid. Zest. Ну все, тогда ладно. Ну тогда чтобы давайте тогда против Трайба, пофиг. Пофиг, что мы их поставили против Трайба, ну рили. Кто язык кидает ему? Реально, они крутили, язык кидают. Да, ну тут просто пик слабее, ребят. Видите, понимаете, насколько у них жесткий пик, у них прям в конце жесткий пик. Но тут они поддались, даже ничего не сделают. Просто не знаю, как они первую катку забрали. Там первую катку, я не знаю, было каком-то с божьей помощью реально. Я не знаю, как они забирали первую катку. Просто реально с божьей помощью первую катку забирали. Я считаю, да. Ну, типа, это чемпионат мира уже, типа, самый высокий, что может быть. Ладно, все. 94. 95, 96. Ну, все, Трайб забирать, к сожалению. Дизлайк, глядь, и дрейдж кидать или нам, блядь, им разник, ладно. Еще не могу говорить. Ну, понятное дело, не спик гораздо сильнее, дизы кидает. На чемпионате мира кидать дизы, но это надо быть, это надо... Да, ладно. Да, чемпионат мира дизлайк кидать надо прям, я считаю, ну честно. Ну, это что-то не то, вообще не то. Вообще не то. Вообще неправильно. Вообще неправильно. Меня мама накажет, да. Стрим. Надеюсь, там пойдет. Прикиньте, реально сейчас они кидают дизы, там сзади ему подход под затыльник дает. Нормально. Было бы угарно. Это реально, если бы он так сделал, мне кажется, было бы мега. Это бы запомнили. Там самый норм. Да что, дизлайк. Типа дизлайк, типа мир, ну вообще, я считаю, вообще уже... Вообще уже ниже некуда. Ну реально, это прям... Это вообще неправильно. Я же говорю, понимаете, я ладно, хрен с ним с глобалом. Но я говорю, прикиньте, чемпионат мира. Вот просто прикиньте, чемпионат мира по футболу. Блин, типа, вот чемпионат мира по футболу сейчас, просто прикиньте, в конце бы, допустим, выиграл, не знаю, там, Испания, там, допустим, не знаю, там, Португалия, просто говорю, к примеру, и в конце, не знаю, там, Испания берет и ржет ну, как обычно, да, ходят руки прожимают, а нет, не ржут, еще и пальцем показывают, то же самое, ну, это, блин, пипец, на чемпионат мира язык кидать. Это реально прям уже низко, ну, серьезно. Спросить. Ты за трайд? Я за них проголосовал, да, но уже не за них.
So when you have a final pick and it's probably the least impactful one on the entire map. О, блин, такие хорошие карты сейчас открыты, мне прям нравится, реально. Один скинул, трайбы кинули, трайбы прикинули, ну все, кроме там одного, опять Лена и на Дрейчкина. Да, ну вообще, конечно, вообще хреново. And yet it's Tribe up 2-0 now as we have a Gene first pick on the side of Tribe Gaming EU after Это неправильно считаю. Max, Squeak and Piper, Zest banning out Eve, Bonnie and Rock. I like the Gene first pick. I mean, on out in the open in particular, you can get some pretty good value with the vision gear, but also simply the presence of the bushes. If you use speed gear, you can really surprise your opponents popping out of those bushes, getting really, really long distance on that pull. But here comes the beat. Ладно, топчики, да. Ладно, хрен с ним, смотрим дальше. Ну, блин, вообще... Если не... Блин, я очень хотел, чтобы меня сейчас просрали. Реально, это было бы, мне кажется, правильно. Мне кажется, было бы очень правильно. Opens the doors in terms of how exactly do you counter the brawlers on the enemy team. Already, a thrower has been picked. Tribe Gaming EU need to start cooking up some ways of playing up versus that brawler. For me, Gene is just such это было бы сейчас правильно. Они уже и просрали один раз за спинов. Хотят еще раз. Or just the pool, you know, and the magic puffs as well on knockout are devastating for your opponents. We'll see a Griff and a Gus picked up by the side of Tribe. They've been loving those two brawlers in the last couple of months, and understandably so. Gus, as a support brawler, provides just so much Если NAVI заберет чем, и в конце магия скинет по спине. Не-не-не. Нет, того не может быть. Otis. Otis. On the side of Zest. Any comps your favor here, ready? I definitely am more used to and more adapted to what Tribe Gaming EU has to offer, though I think that this might be a pretty inventive approach from Zest. И вот сильный очень. Ну, кстати, сильный пик, я бы сказал-то. Зеста, мне кажется. Мне кажется, Зеста посильнее будет пик. Кажется, гораздо посильнее у Зеста. Ну, посмотрим. Ну, Зеста реально сейчас хороший пик, то есть тут я уже ничего не говорю. Тут Отис, тут это, Бе. Нажимайте кнопочки, ребят, не забывайте еще. Ты нажал? Я промахнулся. It worked. Looking at the positioning from Zest now, they are all the way back in their spawn. No one was a big thing until Lena is able to pull out. Ну, уже 2 гарса тратит, это как Отис. A massive control advantage in favor of Tribe, but at least HP-wise, Zest have managed to recover. Блин, давай. Need to be careful, and now does have a super now as well. We know how devastating those can be in the late stages of those rounds. Rich still working towards that pool, and on the side of Zest, they do have 2 supers as well. Alonso might have to go for a ticket here as Lena. Давай, без медлил. Все, минус гриф. Молодцы. Блин, затягивает Дрейдж. Мне кажется, тут GG, да. Хотя... Блин, мне кажется... Да ну нахрен. Бля, если бы он сделал это... Ну, блядь, я против трайбов, реально. Я хочу, чтобы не прыгали. Мне просто на скин уже, я хочу, чтобы не просрали. Уже хочу. Ну-ка. Я за Зесту, ребят, если что, это Зесту. Я поменял сомнение. Я баунти уже было. А, кстати, реально, сейчас не баунти должно быть? А реально, а сейчас вроде баунти должно быть, нет? Пацаны, стойте, а где баунти рили? А реально, а где баунти? Или я что-то тупой? Вроде баунти, да, показывали, реально показывали баунти. Реально, кстати. Это у них вообще сегодня какая-то проблема с режимами. Баунти следующая. Да, ну показываешь баунти, твои карты показывали. Ой-ой-ой, хорош, давайте, Зест, тащите. Зест. Блин, я уже обосрался. Я уже думал сейчас проиграть. Не, там нам нельзя такого допускать.
Да. Great game sense there as well. They knew that they would be able to lay enough damage into Drage to take him down in spite of the shield. And Alonso off of that has also cycled the Ранку super round здрасте, once раз он again. откает. No one has his super too, but he's got to get some ладно. players in closer range. Не in сюда order так to make ладно. use of it. And he has to be careful about the Ну loop все of threat культы, of все Drage. He can be культы, давайте, anywhere сделайте, inside of ребят, these что-то. bushes. Накажите Alonso's этих trying to gradually токсиков push it кончено. back. Meanwhile, Loco is going to be careful about moving too close to these Накажите obstacles on the токсиков, backside. бля, нет, Дрейджа Not тянуть, ну going туда still его, просто туда ему! in Урон, накидайте spite по of that лесу, defensive накидайте. play. Drage also has a super Не-не-не, range. ну блин, все на лоу, не, сейчас затянет. Дрейдж, Now не, they have to see все-таки. the ball. It was a big Ой-ой, ой, Гриф ничего не сделал! Сука! almost a kill onto Успели, Lena, and it's still a бля. tie game. Oh my goodness, Ой, the накидал, teamwork накидал tried to газ. make it work, but a Газа, beautiful гаджета, кстати, strategy больше from нету. Zest to Lena that was muted and could not Разбивает, even get the блин, ball. затягивается от китика, Connects onto сука. Alonso, and Всё, тут disaster GG уже. strikes for Хотя, Zest, да, and все, ульта Tribe Бia не Gaming попала. have the man Ульта advantage, нет. a super from Lena to close it out. No Сука, one in a печально. 1v2. Печально, блин, так Not a печально. chance. Там It's башка не gonna be долетела, так match повезло, point сука. for the boys in red. We Так talked about повезло, it. я не Pressure, могу. it is absolutely mounting. There is no other Блядь, way ты чем about it. But повезло? we see it in the gameplay too. Drage, he flashed his super to bait the tick super out, Yeah. so he couldn't block the pull. Genius stuff, but also something that only works when your opponent is nervous That's enough повезло. to make a trigger happy mistake like that. Let's see it though. Tribe Gaming EU, they're at match point. Zest, they have to Ладно, rise погнали up to дальше. the challenge and claim this Смотрим, and что push будет us to дальше, get я another хрен match пойми, но point смотрим, in ладно. order to get a set victory. Ну, о, кстати, хорошо, сейчас уже Зеста давят, молодцы, давайте, давите. Минус сейчас будет Гриф, добейте Грифа, ну вот, тесно, ё-моё, ну что с тобой? Добивай, давай, давите, ну лоу. Тик, накидывай, бро, накидывай, давайте, ну, тут, блин, ну, боже, ну как? Ну, на, хорош! Гриф под щитом, блин. Нормально. Не, им бы сейчас кинуть одновременно ульту и все. Если сейчас Отис кидает ульту в одного и сразу кидают ульту Тик, но они, кстати, такое не реализовали. Не, кстати, давай, добивай, Тома, добивай! Туда. Но Гриф не потратил ульту. Он заберет? Да не заберет, не должен. Блин, Линай хочет сейчас соло сделать. Нет, туда этого Линайна просто не надо. Нельзя, сука, задис тебя просто. Сюда. Дают, правда, 3000 кем. Конечно, 3000 кем дают, бро, конечно. Certainly a Damn. commendable effort there towards the Yeah, end by no, Lena, damn. but they still need to get a couple of rounds in here in order to close out the match. Oh, early kill there, Так, Tom. полетели. He popped the gadget to get that kill shot onto Loco, and now already it's a 2v3. This is not looking good for Zest as we speak. They can afford to lose this round. Блин. Suboptimal. Here А, comes чё, the блин, goal так from забрали Tom. Грифа, я Now показал. it's А, и down to a Отиса убили. 2v2. Нормально, рассменялись, хорошо, у Дреджа мало хп, но ему щит дали. Блин, нет! Connects again from Drage, and he has been on point. Ладно, Бия, не дай Джин ульту, пожалуйста, Бия, лучше умри, ты не убьешь их обоих. Только ну никак, блядь, умри, ты ему сейчас Джина фиданешь. Ты фиданешь ему сейчас. Слава богу, бля, но она все равно фиданула, сука. Как бросать? Да, можно. And they'll be qualifying for the quarterfinals. Well, on the side of Zest, for what it's worth, they have 3 supers to work with. Loco's going to go for silence, missed super onto Lena. Drage also has a super of his own. He has that pull ready to go. Ух, блин, у Дрейджа ульта опять, сука, как же меня бесит у него ульта. Блин, дает сразу гаджетов, еще их, блин, на лоу уставляет. Отец вынужден отойти. Ну, Линайн жмется. Ой, Тик чист очень далеко выперся что-то. Ему сейчас ГГ, мне кажется. Gradually push these guys back. No one almost gets tapped up there by Tom, but we still find ourselves in a 3v3. The poison is a looming threat, though. Yeah, that 3 super advantage has Бля, ульта у Джина, вот это, видите, они не могут выйти за ульты Джина, а Джин сейчас очень легко затянет, потому что они все жмутся в одной точке. У Линайна ульта. Ну все, тут сейчас зажмется карта и ГГ. Тут более выигрышная ситуация у Трайба, там ульта Джина, ульта Линайна и все, ГГ. Сука. Не-не-не, как бы я не хотел, тут реально мало что сделаешь. Ой, да ну. Да ну! Давай, бро! Туда тебя! Туда просто туда, просто туда. Туда ботов, туда слиты. Где дизлайки? В жопу засунуть дизлайки? Не вижу. Покажите жопу, там есть дизлайки, вот и все.
without Вот at и все, least значит, one засунули. game to their name. And Ну, no всегда one, можешь I только don't пофиг, think что эти anyone's там well, маш не maybe маш, no one главное, himself, чтобы right? треба But no one усунуть saw свою this жопу coming. и Zest, they gotta сидели get one спокойно. more game victory in here to push us to a set number 4. Так, And полетели. hopefully on their side, go for the reverse sweep. Ой, But they're ну the что, main давайте. underdogs, and they are Ой, still хорошо, уже on вот таким гаджет, уже на лоу ставил обоих. Блин, забрали Б. Слишком поторопилась, сука. Слишком поторопилась. Not in the best position either. Loco also getting isolated on the right-hand side. This is not the start Zest wanted. Давай, Отис, ты сможешь, Really не? wanted to hold on to Не that сможешь. momentum, but Блин, that's думал, не not заберут грифа gonna be, как-то. an option anymore. Two supers on both sides. Да ну реально They заберут? will Не, ну be using Отис... them here as they really Ну, в принципе, wanna все, Отис transfer тут нечего them делать, в over принципе. to the next round. Да, Tribe там Gaming отлично. EU again. Да. This is their shot at the Уже, не quarterfinals. They кинут. Да need если just a кинут, то single реально, round. это уже вообще будет... Ultimate match Кстати, point here for не Tribe Gaming запрещено. EU. Just one round is all they need. Each kill here Ой-ой-ой-ой. could be permanent for the rest of the world finals. Ой, туда, All туда, they туда! need to see. I don't Блин, если бы она его еще убила. Oh my gosh, that was almost a huge blunder there by Drage. Thankfully for him, he's able to Тихо-тихо-тихо. stay alive. Ой-ой-ой-ой, забирает грифа. Turn down goes no one. Ай, ай, It's как just больно. Loco versus the world. Бля, сейчас бы Отису какую-то бы ульту набить и не дать Джину. Сейчас, ну самое главное, хотя бы не дать Джину ульту. Can he turn Потому it что around? главное, блин, тут, ну сука, он дает. Вообще не, блядь, опять дал. Бля, вообще нельзя дать Джину, я не знаю. Ну категорически нельзя дать Джину ульту, категорически. Бля, он опять дает, но он сам не накопит же, он понимает. Бля, опять дает Джину ульту, он крутится говнюк. Ты же говнюк, бля, ну он дает ему. А, так все. А, так все, это было 100, бля. Я думал, что следующее будет, все, забейте. Конченые. Ну и все равно сольет. Они должны слить. Ну так неправильно. Это реально каким ради? Такие да, сука, просто бесят такие целые. No one Бесит. expected Эй, them to be бесит. bringing out this kind of performance, and yet they stood up to the Titans. They gave it their best shot. They got some game victories as well. Man, there was not all that much in it, considering it's a 3-0. Yeah. It does Да, not печально do без Zest разочарования. justice. They performed incredibly well today, and they can be very proud. Ну, of all получилось that they 25 achieved очков. to get Лучше бы не that far проиграли. as well. Ой. Что я нажал? But Tribe, they remain Лучше бы они проиграли. ice cold and unmoved. Да и лучше бы вышел And вариант Zest подзатыльник дал, ну a серьезно. little bit of a wrench in their plans here and there, catch them off Трэш. guard multiple 5 стало times, жетонов. especially 5 стало жетонов. in Ну, those ничего, first ты games of the по-любому sets. заберешь. But in the end, Обидно. Tribe able to just adapt better and learn from their mistake, Да. adjust, and that made all the Длиной. Нет, я по-любому, я за них даже голосовать не буду, за MVP. Просто идите его You нахрен. adapt to things that, of course, you're not familiar with, you have not seen before, and I don't typically see a tank pick into a couple of tank counters when it comes to heist. Даже And голосовать за likewise, MVP не the jump буду, pad за них. strategy with Gale on hot zone, it sort of Плюс, worked плюс, in the зашел, first пишите. game of that set, Плюс. and it sort of fell flat after that. Tom, oh man, with 11 kills and knockout, and for a game mode like knockout, that is super meaningful. This is the world champion of 2019 of the roster, seriously showing why he still got it. Yeah, I mean, Tom, Это просто, я говорю, ребят, как минимум, просто неужели это неправильно. Я говорю, вот, чемпионат мира по футболу, что в конце матча делать? Просто жму друг другу руки, а эти берут дизы кидают. Я говорю, то же самое, что в конце бы друг другу ржали и пальцем указывали. То же самое. Это то же самое. Кто не согласен, реально? Я уверен, думаю, все согласны. Это одно и то же, просто кидать дизы. Полный бред. То же самое. И челы кидают дизы, ну, бля. Кто диз кинул? Все. Extremely impressive and Где also трап? laying Ну, to там rest один any чел вроде concerns кинул. about a maybe inconsistent Ну roster да, as всё равно. well. As we move towards the end of the year, they started getting very, very dominant. Эх, Even for Димка, some и teams всем like пока. Zest, Все, давай, бро, admittedly, дальше. they Но did Нави не будешь lose смотреть, 3 пофиг. games overall across И all Нави those кинул sets. дизы, не, не But I кинул. think we can really Я chalk куб that up может to a кинет, но, strong блин, showing все from равно Zest, неправильно. but Даже если as куб far кинет, as я буду tomorrow, с ним не maybe согласен. find Это an opponent, неправильно, sure, реально. but I expect a Нельзя, strong реально showing нельзя. from this team. Не Yeah, делай it did это. not feel Не like катит. Pride were, you know, struggling, to be fair. It felt like Zest were just a much fiercer Даже если куб кинет, я opponent на than чемпионат мира most дизы, of я us все равно буду had отсюда, это правильно. anticipated. It does mean that Наград 2 будет, out да, of our конечно. 3 LATAM South teams are now officially out. There's one left, and you guys can see on the screen who they're facing.
It is going to be a doozy. It is going to be an extremely tough Знаете, roster. МИРА, And of course, да. if you want to Клуб может predict кинуть только what чтобы the outcome of наказать. this match Ну is, да. and hopefully Да, win куда some на game чем? rewards, Скоро. some nice goodies, ТК stay поеду, tuned на чем я in не the road поеду. as well. Event.brawlstars.com. Только что команда часть первого финала имеет только 3 игрока в составе. 24. 3. Ребят, 3. Ему нужно, ребята, в правильный ответ 3. Люблю дизак, кто их любит, блин? Один. Не пишите чат, пожалуйста, если вы не знаете точно. Мне просто написали, типа... Man, it's a tough one because there's so much on the line. I mean, not only is it the last Latin South representative at the World Finals, but they're... Ладно, давайте пока вырубим. Базарят на фоне. Мы с вами побазарим. Где ресервер? Что он отключил? Ну, спасибо. Да, фишка то, что кубки дадись в каждой катке, если он выиграет такую токсичную команду. Кажется, у нас кубка токсичную команду, типа трайбанан. Z0, ребят. Ну тут 85 на 15. Слушайте, не прям такая разница большая. Думал, будет минимум 90%. Минимум 90. Дело хвастать, блин, молодец, жестко. Ну сейчас все скин получили. Надо на твиках забирать. А у меня уже вот на твике 425. 425 твинки. Уже почти половина есть. Это еще на вопрос вообще неправильно отвечаю. На все было бы уже 500. Кнопочку нажимать. У меня только 750, мне 1000. На трайбана в прошлом году были наказаны за дизы. Ну, надеюсь, сейчас. Когда будут наказывать. Ну, бля, видите, этих не наказали. Ну, надеюсь, в будущем еще. В следующих этапах. Даже не последний. А, все, вышли. Выходит, Z Division Zero, ребят. Тут у нас уже Тенсай, блин, Тенсай, я моя, люди. They didn't quite qualify for MSIs. There was only one spot for East Asia, and the battles between the two Zetas were just so fierce, and Zeta won just barely won over them, but that's still true. Они были сет-темпо, да, сет-темпо от них ушел. Блин, мне кажется, жалко, сет-темпо от них ушел. Реально, прошел бы к ним сет-темпо, это все была бы непобедимая фигня. Почему они расформировались, честно? Да, почему Зеты расформировались? Почему? Такой бред, я считаю, реально. Почему? Расформировались. Было же нормально. Было же такая же команда. Реально, к ним бы сет-темпо, и все, мне кажется, была бы непобедимая херня. Et de l'autre côté, on a vu Chasma Gaming EU hier, il en reste un représentant de Chasma Gaming cette fois, c'est l'Amérique du Sud. Le Brésil, c'est le pays le plus représenté dans ces finales avec 8 joueurs et Chasma Gaming qui est un peu le dernier espoir. Un max de bruit s'il vous plaît pour Chasma Gaming du Brésil. Oh my god. Tufa, Pekka, and Firecrow. Edinho also in the back. Ready in case, you know, in another match they want to swap, as they do have a 4-player roster. They are the second seed in Latin South. They did play the World Finals 2021 with INTZ. 85/16, да-да-да, это бага, опять. КСК зрители. Так, ты могла полететь. Там билет стоил вроде. Сколько? 15 евро, пока не помню. 25. Могла полететь. Я тоже мог полететь, у меня было не с кем. Я не хотел один. Я тренеру за это, не знаю, кстати. Они вроде нет тренера. Во, пришла. Что? Нормально. Точка тоже пришла посмотреть. Я тренер за это, да. Будем знать. Масштаб, да, Маша, все, Маша настал пошел. For Zeta Division 0 and then Pekka for CMG Brazil. Both, it's gonna be their first World Final, so maybe кстати, драйв, да. За дизлайк. Туда их, точнее, прям нету.
they got first, but Тренер they are хамелеончика, literally понял, бро. our Оп, current всё, world легла. champions. But then Fine Crow and Tufa, they still place top 4, so not all that far behind. This is gonna be a fun match for sure, and no matter what, those guys, they always somehow manage to perform on the big stage. Через минут 33 начинается, ребят, начинается. Видимо, уже команда уже все готовится. Сейчас начинается. There are no slouches as well. You can Минутка almost еще. Интересно, это музыка СП? Мне просто стрим прилетел. Интересно. Мне уже 1000 скин, 10 минут не приходит. Короче, 10 минут, блин, вчера пришел, не знаю, через 5 часов. И придет задержка. Не часто не приходил, понял. Да, когда вы с органом каратели полетели ничем, забирать через $100? А, не знаю, я... Ну нет, это без прав, я хотел бы полететь, но они никто не могут, ни жукри, не могут сейчас выехать, ничего не могут. Yes, they are the underdogs, but they've also proven in the past that many times when they were the underdogs, Так, they Отис. won. And it's not like it happened only once, it's happened О, карта multiple хорошая, times опять in же, the Брал past, больше, so конечно, they've родной. proven Блин, that хорошая they might карта not Брал больше, be тоже that нравится эта much карта. of an underdog anymore. Our bands are lined up. It's going to be Janet, B, and Buster on the side of Zeta. Chasmack тоже taking зевнул. out Barley, Janet, and Я Squid. имею в виду, And как first команда, pick которая for будет Otis играть. on their side. Команда, не знаю, бро. Ищешь жизни. Хоть мне больше нравится скин кошка. Жесть, Ильяра Сантара. Кошка-коровка? А, воровка. Я не знаю, оба скина классных. Давайте Тара. Нам посвежее будет просто. Вон звезда ББ. Ну честно, я этот скин юзать не буду. Катару мне другой больше нравится, и на Джейс мне тоже другой больше нравится, так что... Да. И тот не юзаю. Да, Бравл Старс, ну там у них баги, они начинают что-то сегодня тупят с этими режимами. Они просто сегодня тупят. О, кошка. Перевернулась. Will offer some good options to break open walls. Yeah, I mean, there's few brawlers as mechanical as this two and Tensai and the rest of Zeta. Блин, интересно посмотреть Тенса, ё-моё. Тенса это вам на стул, блин, это почти как Макс. Рампаналь, да. О, Zeta Zero. Let's see what pick number 2 and 3 are going to be on the side of Chasmack as they want to find some answers here to deal with that Penny and that's 2. It's going to be an Ash, bringing in a whole other level of aggression for Super Beach. I'm very curious to see how they want to, what they want to pair that with. If they maybe want to go, you know, something like a Poco, maybe a bit more rare nowadays, like a Byron could still catch them off guard. It's just something we don't see a whole lot anymore, but it could still be enough to just power through, especially when you initially spawn really close to your opponent's goal. It can be very dangerous. We'll see. Да, капец, как только они пикают, они реально по все по 30 секунд пикают. Что за бред? Чекайте, прям челы ждут 30 секунд конкретно. I really expected to see a Gale here actually, but I understand why you would want to be comparing Слава them богу, back to спасибо, что back. пикнули Here's a Gale быстро. response. I mean, I think really the discussion on Chasmack Gaming's BR side internally Гейла on берет. those comms had Мне to be, кажется, вот how do you посерьезнее guys feel пикал. about facing Gale here? Cosmo Mind Gaming, blowing ну both посмотрим. Big Macs, right? Because Видишь, with дорогие a в соло-лиге, реально. there's really По 30 quite секунд, that блин. when it comes to Здесь 30 Brawl, секунды, это в most лиге people вроде really дается think поменьше. decide to go for Когда же в лиге a одна scale, пик? you Красава. want that ball in the corner, you can throw up the twister, you can protect that Что ball ли, for да, up to программист. 36 Не, ну seconds для or программиста so это by use of that gadget. It can be монтажер в quite real life. toxic in Полетели. some scenarios as well, but ball cornering, it's always the meta. Let's get into it. Chasmack Gaming BR, they're Ну, already у getting них, aggressive up блин, this смотри, right lane Тенса, too, я but мою. they have to be cautious Вот with Тенса и Макс the забрали, job смотри so сейчас. fast, because it can be a supreme game changer. Well, too fast Вынес. movement's been near Брали fall Макс. so far, but not able to really find all that much positioning. An opening kill inside of Zeta Division 0. Karuk going in onto Fire Crow, and Tensai nearly finishes the job as well. Not quite though. And Потал пару турик. Не, ну, я не знаю, честно, тут даже комментировать не хочется, потому что тут просто... Тут просто очень-очень-очень...
looking for some opportunities, but he knows that Tensai has that super. It's not quite going to be a Просто stand. He goes in onto a chap. хочу посмотреть. Beat a kill, a bit of a miss there, and gets away with nothing there as Kuru will fall to fire. Пока непонятно. Ну, подавливают пока Тенсай. То, что реально очень интересная команда. Я вот зову очень интересная команда. Also, with so many walls broken open, Kuru's going to have a little bit more movement, but Firecrow can still operate at range. Not going to be too much of an issue, though. Kuru's dashing right back up to Pekka to try and get rid of him. Tufa, though, is still a looming threat on the right side. Certainly getting some trouble to a choppy in terms of positioning, but not too much to offer in terms of damage, it looks like. Подавлю все равно, видите. За это подавливают. They're playing this game slow and controlled. They intend on continuously pushing that line of offense closer and closer to Chazmac's goal. But Chazmac Gaming, they can respond just as fast with a little bit of speed and a little bit of a guy called Ash. Мне кажется, сейчас это раскрыто, дойдет время, и там уже они забьют 100%. Почему-то я так думаю. Moving forwards, Tensai is gonna get that stun down. Tufa still up, a nice heal as well. That comes true. Firecrow with the splash to get Kuru out of position, but he's dashing in and out and in and out. Eventually does get caught by Firecrow. Chance maybe for Pekka. О, заходит Пека, хочет забить. Не мог! Как? Да как? Еба, охренеть, это гол был! Охренеть гол! Кстати, кнопка. Охренеть гол. Охренеть гол был, ребята, охренеть. Охренеть, просто этот Пека хорош. Пека, блин, реально за рояля, из Клэш Конце, Клэш рояля Пека какой-то. Просто как прошел, как Пека и забил. Going to be winning that lane matchup. Tufa on the right side also having significantly more trouble than he did in that first game. Now brought down to a 2v3, but soon to be a 3v3 once more as Pekka resumes his position on that left lane. Yeah, Tufa considering going aggressive on the right side, and this could be a big chance here for CMG if they're not careful. Продавливаю. Да нет. А, да. А сейчас должен убить Пенни. Чего он как-то не рискует танковать, я не понимаю почему. Он же вроде за две тыки захерачит. А. Но все-таки это Чапи на П, ни хрен пойми кто. Так что ладно. Саша выпустил, ну. Zeta Division are still in the clear, but Pekka has that super, and we saw earlier how quickly things can escalate. Понимаете, видно, что все команды, которые попали на мировой финал, у них мега огромный уровень. То есть здесь все очень сильные. Yeah, that's the kind of thing you can only get away with one time a match. Tufa, he also had an idea of going for that ball, but Kuru respawned just in time. He does have his rage meter filled all the way up. It's going to peter off a little bit, but he does get the speed back from Pekka. Now looks for a positioning. Has to be cautious of Tensai because that is his biggest counter. And here comes a little bit of damage from Firecrow. Kuru continues to charge forward, taken down in close range by Pekka. It's now down to a 3v2, a choppy. Знаете, как-то я смотрю, вот этот вот выбор драфт режим как-то уравнивает шансы. Ну нет, смотрите, ля, я так охренею, если сейчас проиграют Зета. Ля, я так охренею, если Зета проиграет. Я просто охренею, реально. Просто прикиньте Зета, охренеть. Ну там просто отец, мне кажется, за это. Не, ну блин, тут будет точно забить, 15 секунд. Не. Это что уже сделаешь? Проиграли Brawl, ребята, Зета проиграли. Да, там уже видно, что закончено. Вот так. А вот так. А вот так. А вот так, ребята. А кто думал, что так будет? Никто. Кто не думал, что такое может случиться, а?
Охренеть. Я в шоке, честно. Так, что происходит пока? Интересно, интересно. Короче, трай будет со своим дизом. Да, не, ну сейчас будет трай БНА. Сейчас будет не европейский трай. Ля, ну какой гол красивый. Смотрите на него просто, смотрите эмоции, реально. Смотрите просто эмоции, говорят, после этого гола. Phenomenal stuff off the bat from Частые. You just gotta be worried when they pick a Max and an Ash and you Я представляю, какие реально это эмоции. They know something that you don't, and what Chazmac Gaming BR knows is, well, how to get a whole lot of kills, but it seems like Kuru also tuned into those lectures as well, because the guy's looking pretty clean with some kills on his side. However, kills, they're not the objective here, right? It's brawl, ball. You put the ball in the goal. It's not that simple. However, Chazmac Gaming BR sure make it look that way. О, не бомбь вирус. American, we know how football works over here in the MEA in Paris. Just kidding. But, yeah, Ой, блин, как я вот эту карту очень сильно не люблю. Прям мега сильно не люблю эту карту. Мега сильно. It's gonna be key as well, you know. It's taking a very long time actually to really develop the meta and the main strategies for this game. What it used to be more focused on, you know, getting kills, and then it was more about keeping control and getting some chip damage on save, a bit more slow of an approach. But yeah, as we can see from the bans, there are some crazy options available at the moment in Heist, and Buzz is definitely one of them that is going to be banned out here by Zeta Division 0, as well as the M's and the Barley. Chasmac banning out Buster, Gil, and Carl. First for Zeta Division. Let's see what they go for. Well, they have banned out Бастера забанили. Кстати, Бас вроде не банили сегодня первый раз. Well, I guess you can play the roughs like a champion. There it is. I mean, it's in the rise up to the top song. Like, what were you really expecting from the dude? Response, however, not going to be Barley. It is banned. Да, интересная очень катка, реально. Очень интересный тон задали. Гейт не стать, да, Тася? Я сам в шоке. Я сам просто в шоке. А, банили прошлый катки, значит, не видел. А это уже вторые игры, да? А, то есть капец, как так быстро прошло время. Game, but just his bounce mechanic enables him so many different options and just out lanes. In the pure 1v1, he is more often than not going to be superior than the roughs as well, and his super counters the heck out of roughs sandbags too. So you have some great matchups there. Let's see what Chasmac Gaming BR decide to pair it with, and it's gonna be an Otis, a brawler that has become more and more of a staple of Highs. I remember when Да, мне сейчас, знаете, такое впечатление, как будто там берет тут побежать, не знаю, как это объяснить. Very successful most of the time, but teams have really figured out how to bring the most out of that brawler. Там очень сильно, мне кажется, решает Отис. Он сейчас сильный перс. В шоке, какой он был фигня и стал. Это без тренера, да. Take him out pretty easily, unless of course they're placed around the corner. So much DPS with Otis. Just shoot at the sandbags. It's the thing. I said the thing. I said the thing. I knew it. I knew it. I wasn't about to say it. А что такого нового, типа, блядь? Что тут нету, не знаешь, кликать или что? Типа, настолько жестко тут. Да, ой, курбан дрова. How it's gonna interact with Otis and how it's gonna interact with Rico, and yeah. I don't see it. I didn't see it yesterday for Stalwart versus Team Queso. I said it, and it didn't work. I'm gonna be honest, I have more faith. О, кстати, ребят, Бравл вышел спрейчик. Давайте купим прямо сейчас. Especially when they add a max to the lineup. На Джина. Все, мне теперь осталось только на Грома. Теперь у меня есть и на Джина. Только на Грома остался. Да, теперь у меня тут спрей, ребят, только на Грома, все. Будем ждать. Well, there is a wall break possibility. You can max speed into the enemy base. Maybe. I think really the big story here is that думаю, что победит чемпионат мира NAVI, да? Думаю, да. To counter out a tank as a last pick from Chasmac Gaming BR, which is very threatening. There's not a single tank counter on the side of Zeta Division 0 with the exception of Nita, and she might be the number one that comes to mind when you think of tank counters. She farms supers off of them so easily. She gets them in 4 or 5 shots. It can be really easy looking when you get down to it when it's played properly. Here's a spike though, and I think really every single one of these brawlers is
is going to be fairly good versus Nita. The only exception in my mind NAVI, is NAVI, Lotus because NAVI, she can't NAVI. peek the shots as effectively as NAVI, Nita NAVI, can. She has a deceptively large hitbox, and I also think it's just a brawler that people aren't really used to playing against because she's been out of the meta for so long. And Начинаем. Опять же, о, Тенсай на макс, ну все, полетели. Тенсай на макс, ребят, ну все, это вам не шутки. Встретили из маршрутки, да? Ну там мотив. И мать, бля, все равно, видите, у этого Отиса тыки широкие достает все равно. Мансит он хорошо. Ой, Хирика захилился. И забирает Тенсай. Блин, если бы еще я Чапи забрал, это было бы очень жестко. Это было мега жестко, если бы он Чапи еще забрал. Пока процент никто не, даже урон никто не нанес. Мы сильны. Посмотрим, да. Если нам выиграют в финале, я мапу... Да не поставить дисом мапу, как ебали. Тенсай фигарит по сейфу. Да, носит урон первый все-таки. За это. Минус Рика сейчас, скорее всего, будет. Ну, в принципе, кстати, не так много. 19% снесли. 19%. Гарса все-таки добили, нету. Тоже носит урон уже и ГМГ. Ну, смотрите, 8881, очень близкий урон, и Макс берет буст, ё-моё, и уже тут Рика не сладкая, так ему раскрыли там уже полфланга. Отсюда тоже, ну все, минус сразу же Рика, да. И Макс с бустом проходит к сейфу. Да, справа проходит Спайк, посмотрите внимательно. Справа подходит Спайк и носит тоже урон неплохой. А тут, в принципе, 2 на 2. Но Спайк там наносит, смотрите. Там не видно, что происходит со Спайком. Ой, Тенсай носит урон, блин. Блин, Гавс все-таки... Очень хорош, что добил, молодец, молодец. Он делал по максимуму, что мог. И Макс, где поддержал чуть и Оти, и этого. Такой Гавс, добил, молодец. 463, ну сейчас надо что-то тут делать. Сейчас надо что-то делать. Спайк сейчас должен накинуть ульту по сейфу. Он это и делает. Ну, я бы накинул чуть ближе к Гавсу, чтобы ему было сложнее, чтобы он тоже попался. Все. Ребят, я в шоке, честно, я не знаю, что сказать. Я не знаю, что сказать. Я ну реально слышал это проиграть, серьезно. Да ну нахрен, просто, да ну вот. Спайк жестко, Спайк вообще красавчик. Видишь, сколько он там жил? Всю катку, полкатки практически. Ну, бля, почти всю катку жил. Я в ахере. Ну, сейчас очень жесткий. На открытие пик жестче как раз таки. Не считаю, может, чуть где-то в каких-то моментах Риком. Как раз команда. ГМГ. Косматиков. Ну, смотрите, все, тут уже там в начале продавливают их, Нита проходит, Макс проходит. Но Нити не дают... Смотрите, Нита может проходить, давать урон, но ей главное не давать ульту. Вот с этим они молодцы справляются. Видите, Спайк что делает? Он не при условии их не дал ульту. Она там попукала по сейфу, ну все, так особо ничего не сделала. Ну, кстати, Тенсай, блин, ну добили Тенсая. Но нанесли нормальный урон, слушай, 30% это ничего себе. Нормально, даже больше, 33. Но уже выходит из давления косматики и что-то стараются делать. Ой, дали ульту по Тенсаю, дали ульту, но попасть не могут. Забирают все-таки Firecrow. Блин. He should be able to reset quite nicely as the Chappy is pushing with a bear, and that bear is what really все, Чапи есть, ребят, ульта. Это плохо. Для, ну, понятное дело, но я имею в виду для косматиков плохо, для нас, в принципе, нормально. Ну, тут да, тут это забирает Зета уже. Пинчик кидает, и все. Ну,
Еще не конец катки, да, еще 50 секунд, может все поменяться. Честно, мне как-то... Я понимаю, мы поставили на Z, да, Z, ну, блядь, вот после того, как они забрали Brawl, мне как-то так уже как-то хочется, ну, чтобы, блядь, не знаю, мне всегда... Я часто болею будто больше за аутсайдера. У вас нет такого, реально? У вас кого нет, реально, как будто вот больше болеешь за аутсайдеров, я не знаю, мне нет такого. Как будто реально хочется, чтобы вот косматики выиграли, я хрен пойми. Понимаешь, сколько Z жестко влиятельный, как будто хочешь, чтобы реально как будто аутсайдеры победили, я хрен пойми. То, что... Хрен пойми. Так, спасибо, блин, Тазик еще жесткий модер, Тазик, весь стрим сегодня модерирует, блин, Нимас, спасибо большое. Если я вам подскажу. On the right hand side, trying to get that off angle onto a Chappie. Is getting some connections, a pinch with Firecrow, but a lot of блин, ну Firecrow забираю, да. О, блин, спайк на газ, тут уже будет посложнее гораздо. Рика подавливает. Рика против Нита должен вообще изи стоять, это вообще легко, она ничего тут не сделает практически, если Рика нормально, но он на чемпионат мира, что он должен нормально играть, да? О, Рика пошел домаш, но тут уже и Тенсай с Гавсом домаш, ну слушай, тут спайк, тут нехилый деф такой. Ну а там спайк, ой, Рика тем не менее уже надамажил нормально, так. Забирает Ниту? Забирает? А Чапи забирает? Почти забирает. Блин, здесь как Рика там им малину портит, просто смотрите, что там Рика творит. Сколько процентов снес? Почти 15% соло снес. И не дает Чапи пройти, ничего вообще не дает сделать. Там молодцы, очень стоят хорошо этот Отис со спайком, но Рика... Ну, Рика и должен против Нита вообще ничего не давать делать. То есть это... Ну, он должен опять же это делать. То есть здесь что-то такого удивительного. Если бы Нита там вбивала Рика, точнее его держала, то да. А вот когда Рика нет, в принципе, ничего такого нет, но там факт, то что, мне кажется, надо поменяться. Хотя, ну, они уже и не могут успеть поменяться. Просто видите, там вроде стоят, Отис на спайка нормально, но вот Рика Ниту давит, и уж сколько урона нанес. Но дает все-таки Ните ускорение, даже это не помогает, Все равно, блин, выживает Нита. Ой-ой-ой, убили Firecrow. Ну, нет, Нита, блин, ничего не, ну, Нита проходит, все-таки, видите, прошла Нит, но, опять же, Нита без ульты, даже если она дойдет к сейфу, она ничего не сделает, видите, и ульта нужна, и вообще, она вроде за всю катку вроде одну тыку дала. Ой-ой-ой, забрал куру на фулл хп, опять фигарит сейф, уже минус 25%, соло Рика просто дал, понимаете? Ух, мощно. Дает ускорение Макс Гавса. Еще раскрывает эту бочку. А, Макс бустать, а Макса вроде есть буст уже. Зачем именно эту бочку раскрыл? Мог еще чуть-чуть подраскрыть, хотя вроде им это невыгодно. А, да, он мид Максу подраскрыл, чтобы Максу было удобно. Все, теперь я понял. Потом... Ну все, типа Нити даже ульту не дали. Я не знаю, честно, мне кажется, лучше бы они поменялись, честно. Мне кажется, лучше бы они поменялись. Типа, может быть, да, они чуть потеряли бы урона по сейфу, но не так много, как сейчас. Смотрите, про что делал. То есть Рика всю катку фигарил сейф через Нит, потому что Нита ничего не могла сделать. Мне кажется, лучше бы они поменялись, да, чуть говорю, пока они менялись бы, их бы сейф чуть надамажили, но они бы зато, у них были бы шансы. Ну, ребят, я в шоке. 2 режима забрало просто вот это, как косматики забирают, 2 режима. Понимаете? 2 режима косматики забирают, да ну нахрен, сейчас они заберут, я в шоке. Ребята, буду в шоке, реально, если они сейчас заберут. Ребят, я охренел, ты что то охренел? Это трэш, конечно. Из этого летит, это будет это было трэш. Блин, ждем камбэка от Зета, не знаю, посмотрим. Когда играть Нави? Все, следующая, не Нави. Ой, а не Нави. Все, следующая игра от Зета и идем, и Нави следующая. They did such a good job on Chasmac's side of things to shut it down. We barely saw any barriers. There were just so few, and it's really the selling point when it comes to Nita. Unfortunate situation there. I mean, ребят, очень интересно, что будет что дальше. Ладно, давайте чуть вырубим комментаторов. А, все, следишь сразу. Офигеть, как классно, когда сразу следующий режим переводит, держит. Ну все, ребят, мне нравится очень неплохая карта, играть за поимку, но здесь все и решится. Антон, напряжение, да, 100%. Дайте чувствует атмосферу, молодец. Yeah, we'll see how that goes down. This is one they need to turn around. It's been challenging. Я хоть ставил на Z, но я в душе за другую. Да, то же самое,
Мне уже почти 500 очков. Да, я по-любому даже на твинке уже заберу. На завтрашний день даже заберу. То есть, кофейня. Я же чувствую, да. 90 за купили, дали бабло за то, чтобы они слышали. Тренера нет. Блин, не знаю. Не знаю, правда. Тренерка была или сказал, камера нет. Так, сразу пикут джет. Типа, блин, не знаю, бля. Мне кажется, лучше бег какой-то пикнули. Чё, да, почему тренер стоит с планшетом, я не понимаю. Pretty safe pick, I think, for Chazmat Gaming BR here, and one that doesn't have very clear counters. Certainly so. Gus is in a really good place at the moment as well. Does just really good against a lot of matchup. Doesn't really have any clear counters or brawlers he absolutely can't deal with. Similar to Janet to that extent for different reasons though. It's an amazing support brawler, has amazing potential in straight up one-on-one duels. Это расслабилась. Не знаю, просто. Мерзкая карта. Ну, неплохая. Типа, ну да, мне часто из всех... Не, у тебя не, мне больше всего карты в наград фильмку не нравится карта, где вот эти рейки сверху снизу, вы поняли. А это на втором месте. Первое, это я полностью раскрыта. Дайте ему сразу, не знаю, возможно, не тренер, но... Не, это именно тренер, я так понимаю. Закрыть твой стрим и смотреть, понял. Fang still remains, Buzz still remains. Just anything that can upset things a little bit, but... Ух, интересно. Отец, опять отец, блин, ну тут уже за это сели отец. Тут Саша отец, тут уже будет, мне кажется, хреново, нет? Это этого степик. О, хотя слушайте, во. I like it. I always like Bo. I think especially, you know, if your opponents are maybe a little bit nervous because they are on the biggest stage that Brawl Stars has seen in a very, very long time. That can definitely be a challenge to deal with, you know, those bow arrows and get those dodges out. Keep track of the mines sometimes as well. And it's going to be paired with a Gale as the final pick of Chasmat Gaming BR. And I don't know exactly what the plan is with the Gale. Maybe they are expecting some, you know, big aggression on the side of Zeta Division 0. I'm probably not the most fond of that idea so far. Let's find out what Zeta Division 0's answer is, and it's going to be a Sprout, and I think it has a lot of potential to dominate here. I absolutely agree, and I think particularly versus Gale or Bo, but I think also it's kind of a big risk considering that Tufa is going to be breaking open walls pretty effectively. I mean, there's a little bit of debate as to which gadget is he actually running here as well. I mean, obviously, no Bo Totem Cheese strat coming along here, but still, some players have been running Tripwire now as a pretty viable strategy. It's also maybe going to be more effective to break open walls. Тут, ребят, все. Так, все, полетели. Сейчас. We'll have to see what Pekka has to offer. He hasn't dropped down a totem just yet. Maybe it'll be to take some damage from Tensai. So far on the mid matchup though, Tensai's playing very, very patient. Pekka's taking big damage. There's the blue star going the way of Zeta Division 0, and they're getting away safely. Я тут. Полетели. Начинается скатки, не забываем нажимать, ребята, на... Блин, кнопку. У меня кошка опять на стол легла. Ой, блин, давайте переставим вот так. Тамаша. Так, смотрим. Ну, ой-ой-ой, сразу забермел минус 2 зета. Спраут. Ну, тут, блин, очень сложно. Вообще ужаснейший пик, ребята. Хотя... Ну, блин, очень плохой пик тут против зета. Очень плохой пик, гораздо сильнее пик у зета. Я 3-2, в принципе, смотрите, разница, она не прям большая, держатся пацаны. Ну, бля, ну нет. Ну как тут со спратом, вообще не раскрытие ни хрена. Ну там через минки бойсы только, там, больше никак. Гейл вообще не в тему, вообще не в тему Гейл сюда. Нет против кого брать, не знаю, что они Гейл взяли. Просто отходил, не видел, почему взяли Гейла. Ну странно. На что они надеялись. Слушайте, подавлю, слушайте.
is rather low HP. М3, ну не знаю, что тут надо сделать. Ну сейчас будут, да, все говорят. Иди, ребята, у меня. Ну что там за корут, типа, что там, камбэков никаких нет, ничего такого, что такое. А, или просто их, типа, поддерживают. Так обычно, знаете, кричат какие-то камбэки. And I think it's absolutely showing here a very clear-cut game here, and a great way for Zeta Division 0 to change the momentum, switch things around, and try not to get swept 3-0. I don't think that was really a possibility to begin with, but hey, Chazmat Gaming PR, they surprised us all by taking the first 2 sets. They're still only 1 game away from heading on to a match point. They gotta take this one if they want to get there, and already they've gotten so aggressive off the beginning. They've been punished. О, здесь уже подавливают красную команду, посмотрите, как они давят. Посмотрите, как они давят. Посмотрите, как они давят. Ну блин, ё-моё, все равно умерла Джанет. Жаль. 2-5's trying to force things open on the left side. Not sure what he's hoping to achieve here, although he does take it up into the air. Kuru is low, but no overcommitment from 2-5. Firecrow jumps in and gets punished for it. Kuru is ready, shuts him down, and things are not looking all bad for Zeta here. Not even half bad at all. Zeta Division 0 are looking quite clean, and they have those supers on lock, ready to go at a moment's notice. A choppy, especially on the right side, has the silence. If Pekka even thinks about pushing in, there's the clean. Вообще никак, вообще никак. Ну тут просто у Зета... Не, ну тут я с самого начала был. А если бы не выиграли, мне кажется, как-то на лайке эту катку, то они бы проиграли даже в следующем. Тут невозможно, точно сильный. Тут вообще пик, ну никуда не идет, вообще никак. Против Зета. Да, честно, да. Не против Зета, а против вот, типа за аутсайдеров, вот так сказать. Они просто так уже красиво начали их выиграть, я бы хотел, чтобы затащили. Look from up there how Zeta Division 0 turn things around and take the set of bounty. One way to turn things around as well. That was a dominant set, and that should be bringing back the momentum towards the Japanese side of things. Some sighs, some smiles, some signs of relief, a little bit of crowd pleasing as well from the side of Zeta 0 as they get the cheers going as well. They are in for the revenge tour after those first couple of sets. Камбэк, посмотрим. Ну тут понятно, что заберут режим Z, но это очевидно было. Ну блин, 10 дней в зоне или в нокауте отыграются. Надеюсь. Тут пик был очень сильный, ребята, за это, ну реально. Тут прям по пику капец проиграли. Yeah, well, I'm sure we'll see it on the stats in just a second, but I don't know if you guys at home realized, if you guys kept track of the stars and the kills, but look at them. Что там с этим отчапи? Смотрите на него, блин, что? Контёнок этом хотел делать или что? And I'm gonna be honest with you guys, man, I think that kill pick was a huge mistake. I'm assuming they wanted to prevent, you know, maybe a Daryl or something over aggressive to show up on the final pick for Zeta Division 0. Следующий сезон, да, в сезон, мне кажется... А не, вроде должна быть нормальная карта в зоне. Я посмотрю, что там будет за... О, да, хорошая карта. Ну, сейчас, в принципе, все карты хорошие. Мне сейчас все карты нравятся. В принципе, все карты в лиге, все карты в мировом финале. Все карты мне сейчас хорошие, кажется. But after that, if we go to set 5, I mean, that would be really dangerous for Chasmak, and I would start really siding heavily towards Zeta Division 0 taking the whole match. Oh, totally. I mean, it would also be a complete spectacle to watch, which we always root for out here. We always want to see more Brawl Stars gracing our screens. And Ring of Fire, it's one of those maps where I've said it once and I'll say it again. I feel like every team has a horror story on this map. It seems to always come down to this map towards the end, and it could be the end of Zeta Division 0 if they don't play their cards carefully. First pick coming in for Chazmat Gaming BR very, very soon here in a matter of seconds. And that means also that Zeta Division 0 can afford the last
Макс. Ну, конечно. А, Фаркроу забирает конце. Да, мне кажется, зря он сейчас возьмут Б МГГ, ну, типа... Не просто он заберет пак, чтобы их не взял с... Или как его, просто чтобы за это не забрали. Good bands all around. I do feel like Max was one of those bigger openings. I think potentially his 2 could be a way to address it, or rather match that same sort of high mobility brawler. Bam is an option as well, not one I particularly love, but one that has functioned quite all right in the past, and they'll match it with the roughs, which I do think is quite a decent pairing. Get them buffed up, and then suddenly that Bam is going nowhere, really, and trying to camp down in that zone. I don't mind the comp from Zeta so far. I'm really curious though to see what chance Бэм have in и mind. They Гавс. so fun to watch when it Ну, они comes сейчас to Б, мне кажется, заберут. Тогда должны забирать Б вот эти. Раз, косматики должны забирать Б. А, у всех раз будут. Посмотрим, Егор. Следующий. Да, следующий, наверное. Also, having that healing station down, which everyone can crowd around and, you know, gather around the campfire and have some fun. Here comes Tufa, though, with the squeak pick, and that's going to be nice for locking down a lane or perhaps a main... Не знаю, да, блин, тоже интересно, как не знаю, зачем сквика. А, ну, в принципе, да, чтобы стопить ПМ. Ну и сейчас Б, они должны Б забрать. Мне кажется, должны, нет? Не заберут Б? Будет очень странно. Не знаю, кого я могу взять. Ну, я не знаю, кого не могу взять. Я бы Б, ну реально я бы Б взял. Почему нет? When we come to the last pick, though, they gotta find something that combos well with the mags and also can deal with the Pam because the Pam is gonna be ready with that scrap sucker. Отис. А, ну, кстати, да. А, кстати, да, реально. And there's the Otis. I'm loving it. I'm loving it. Кстати, да. Кстати, да, реально. Да. Ника, я бы взял. Хотя и Б я бы не брал. Хотя и бы сейчас можно Б. Да, Б везде можно брать. Короче, не знаю, что они пикнут. Миллион персов. Не знаю, что они заберут. Леон, ну не, вряд ли Леон. Леон сейчас очень слабенький. Потом супер странный пик. Не надо, лучше пусть берут нормальные. Сейчас доджат. 2 zeros. Two segs. Well, I mean, Zeta Division 0, right? They love their zeros. That's Ah, okay, Griff. there it is. Griff. We were talking about this one earlier. We love the guy, and he's pretty good at mid. He's great. Интересно, слушайте, очень интересно. Just keeping you completely on the edge of his range because he has a lot of health to offer, and he has a lot of damage to offer too. I like this strategy from Zeta 0. They just got to make sure that they get those supers out early and get them out. Лампочку называем. Yeah, a bit more snowball on the side of Zeta Division 0, but a longer setup time. Because, you know, getting that healing station or dishing out those streets to buff up your teammates is going to take a little bit of time. And as you can see already in the early game, that means Chasmac have the advantage. Уже 23% ребята у красных. Уже 23%. Заберем монетки, кстати. 37%. Ну тут гораздо сильнее. Ребята, гораздо сильнее пик у красных. У косматиков гораздо сильнее пик. Он замедлился, видите, тут очень сложно пойм что-то сделать. Тут просто... Нет? Слушайте, это, ну... Это очень сильный пик. Я же сразу сказал, Сквик и Отис, это ж Габелла. Все, это Габелла ПМ. Я не знаю, что... Видите, просто скорость, и все, и замедление. Хотя ему сейчас начинают давить. Но выживает Пека. Выживает Пека. Пека, почему сказать, тоже хорошо играет, но Марк реально. Все. Блин, не знаю, что Сквик ничего не делал, просто я алхилился, сейчас для чего было хейт. За это Division сейчас, кстати, камбэкует. Блин, сам с таким пиком не могут проиграть, я хрен пойми. Это не сдается. Ульта. О, попал по мне. Блин, Кавский, конечно, рандомная ульта, я вахер. Такая рандомщина. Да, реально, правильно сказал, очень хорошая командная работа. За это. Видно, как они помогают друг другу. Минус Гавс, да, Гавс по-любому минус. Блин, да ну нахрен, реально. Минус Гриф. Ульта, по-моему, давай ульту. А, он хочет по двоим зайти.
Да, по двоим хотел. Ну, не по одному не пал. Ну, говорю, ульта сколько это рандомная херня. Все, всем дает скорялочку, Макс. Ну, гриф отзонивает всех. И уже прям ставит турелечку. Ой, попадает ультой этот, как Лотис. Бля, и очень просто, очень такая битва напряженная. Очень напряженная. 90-90. И 90-81. Блин, ну вот видите, время подбирает Зета по процентику. Да, Зет тут забирают. Ну как-то так вначале начали сильно давить косматикой и что-то, да. Зета молодцы. Такой контроль. Против ребят такая контра. Away from being all tied up, from going all the way to the fifth and final set for the first time in these world Пошли камбэк против контры. Да, очень молодцы, нереально. If Zeta Division 0 can do it, or if Chasmac Gaming get to match point. Mid area blocked off. Attempt from a Chavi to clear things out, but it's not going to be super successful. This is the early game victory for Chasmac Gaming BR as they have things cleared out by, wow, never mind, here comes Guru, changing things out, a little wall break as well. Tensai and Achapi quickly flipped the script and now are quickly approaching that percentage and now eclipsing what's been captured so far. Окей, полетели дальше, ребята. Ну, Зета тут уже вначале забирает процентики и дает сразу бусти Гавс и Пэм и себе. Минус Гавс. Блин, гриф там у них на балде. Не знаю, что сказать, но тут жесткая контра реально у ребята. Красная команда. Не знаю, что сказать, ничего даже сказать. Хайля Пекач попался под гаджет. Ну, ладно, проценты более-менее одинаковые сейчас. Ой-ой-ой. Сквик забирает проценты. Блин, что он не стреляет? Да почему он не стреляет? Почему все это время не стрелял? Я что-то не понимаю. Ну реально, там хилилось, Пэм, он не стрелял. Что с ним было не так? Вот этот Туфа, что мне бил? Так много модерка, да. Я в ахере. А чё долго не стрелял? Ну, блин, это они забирают это. Не знаю, сейчас я уже подумал, тут ГГ будет Зетти, потому что, блин, ну, очень реально контра у... вышла. Как раз команда, но нет. Понятно. Да, стойте. Ну, не, сейчас там гриф ультает, от зоны в это выходит, а Чапи ГГ. Да. Хотя нет. Да, вот здесь бы пойти Отису бы направо как-то бы, они вот всем на миду стоят. Или просто Отису направо пойти, не знаю, почему никто не идет направо. Видите, как Зета, они же не стоят вот на этом промежуточке маленьком. Как будто он зайти справа, либо слева, что-то такое. Как будто так надо. Ну, смотрите, косматики набирают процент, слушайте, блин, они потеют до конца, до последнего. Ну, нет, все равно ультал, там все. Это победа за это, ребят. 2-2, ребят, 2-2. Кстати, это первый раз, когда доигрываю до всех 5 режимов, видите? Первый раз такой, когда доигрываю до всех 5 режимов. Ой, блин, ладно, нормально. You can't help but wonder just a little bit because of how clear-cut things have been in the last couple of sets. I saw their faces at the end of the second set. I can tell that was not planned. I've never seen them look this non-confident, but yet in set 3 they turn things around. Set 4 they keep that momentum up, and now, I mean, we're going to set 5, which already most of you guys would not have expected. But what's crazy about it as well is that this is a whole lot of momentum that Zeta Division 0 have built up. A champion career, both tied on 6 kills. Top of the leaderboards for Hot Zone is going to be Pekka on the side of Chasmac. Had a fantastic set, but not quite enough to lock in that match point that they desperately wanted on the side of Chasmac. And look at that DPS they had to offer as well. Zeta Division 0, they were taking a beating health-wise. However,
they had so much health coming in. They had Griff just passively healing up. They had Pam as Ох, well. Always very, кажется, very high health. They're решат, gonna be мне кажется, throwing это down that выиграть. turret Посмотрим. repeatedly and staying in the mix. And we Посмотрим, saw it ребят, from карта Tensai накат the хорошая. entire time. Now headed into the final set, set number 5. This one set determines who heads on to the quarterfinals and whose year of effort gets Мама left in the пека. dust Раз in the печка, round мама of пека, 16. да-да. The nerves and the pressure is going to be rising up here on both sides as a single set is going to decide who moves on to the quarterfinals Да, очень and интересно. who goes Так что выиграет. home without nearly what they were hoping for coming into the World Finals 2022. Евы не было, Евы не было. Какой Евы? Knockout. Мне That удивительно, is что gonna be камбэк за это intense. все-таки Who can чемпион hold on точно the не best были. under pressure as Proud Ну, Beans просто are у gonna них be пик backed by очень Zeta был Division слабый 1. по сравнению с этими Частные косматиками, Gaming могли are проиграть. betting on the Bunny Gus Собрались. and Max. And the first Ладно, pick of бро, Brawl короче. to open up those walls for Частные Beyond. I definitely like this pick because the intention is very clear. Break open the walls because I see a thrower that is not banned here that could be pretty good as a last pick, and that's got to be Grom. And they're not willing to take the risk of picking a thrower that early. It's why you pick it as a last pick because they're so straightforward to counter with А, things ворона за such as секунду this. Евы Brock, не было. he's Что, also была Ева? fantastic now with the reload gear, and he also Так, ну, о has чем that ты star говоришь? power that offers a lot more rockets on his Евы super, не было which can вообще. Кошка спит. unexpectedly get some Нет, кошка kills там that что-то you сидит, usually делает. can't. We've seen that Вымывается. happen in the past. I mean, massive damage output. Gene, I think, is a very solid response. Does well in an open map, which usually you want to do when you have a Brock on your team, but also just incredible. Еву Whether посмотри. it's the magic puffs, whether it's the, Какую Еву? the pull, it's just so incredibly versatile. And even the vengeful spirits Так, nowadays кошка are идет considered рэп, as a 100%. very strong Какую Еву, catch бро? in most Чем ты говоришь? options. Are you facing something tanky? Just, you know, go for the knockback. And there's so many different possibilities with that brawler. He's very versatile. Another incredibly versatile brawler is going to be Belle. I mean, Понимаешь, прям it's her правильно, home, о чем right? ты We сейчас, are сори, going to be просто я watching понял. Belle's rock, so might as well bring her Понимаю, о чем on the ты говоришь. table. And I appreciate what both teams are doing, at least so far, not taking any wild risks because they know so much depends on this single draft. Yeah, I mean, I'm personally more of a wild Там, где урон risky guy Еву myself. I фаертрол. mean, I do like to see some risky stuff here every now and then. 5 seconds left. А, Jasmine понял. getting Ну, BR да to больше choose забейте their ему next баги, вы brawler не too. понимаете, It's что gonna be баги. Hyper, actually. Ребят, спокойно. Combine that with the wall break that Brock has to offer, and you have something quite dangerous, but they have to make sure that they don't dig themselves into a hole here where they could be vulnerable to something like Fang, which is looking like more and more of a possibility. Yeah, this is going to be an intense final set. I can already tell you. Sharpshooters left and right. What is this final pick from Chasmac Gaming BR gonna be? Are they gonna go in the same direction, long range, high damage? Or will they go for, well, it is quite Опа. long range, quite high damage, but very different, a lot of utility as well with the mute, a lot of possibilities to close out those games as well. Once those rounds get to the later stages, it's gonna be your closer. When Brock and Piper don't really want to be up close and forced in close quarters combat, Otis is perfect for that. Let's find out though what the reaction and final pick of this match is gonna be as Zeta Division 0 make their decision. It's gonna be Janet. It's a safe pick, pretty much. And Джонет Зета берут. Понял. Интересно, вот мне опять кажется, что у этих и что может быть Джина? Ну, косматиков сильнее пик. Кошку покажи. Да кошка сеть стал тебе покажу. Почему я до сих пор не получил Тару? У меня 1000 монет. Скоро выйдут, подожди, там задержка все дается. Матики вперед дам. Ну, погнали. Финальный, ребят, режим. Первый раз до 5-го режима дошли. Нажал на кнопочку, если что же, 515 очков у меня. Ой-ой-ой, забирает Ачапи, я в ахере, его забирают. Блин, забирают Тенсая. Я в шоке. Вот хотят, чтобы кто-то ульту накопил хотя бы. А, ты Пайпер? Да, плачь смайлик. Плачь смайлик, это не дизлайк хотя бы. Ладно, дальше давайте.
Поменялись ребята за это. Ну, говорю, опять же, спик послабее гораздо за это. Не знаю, чем получил брать. Ну, сейчас не играю, бля. Не знаю, что пикают. И в прошлых катках пикали тут, типа, она слабая, реально. По дальности у нее не хватает, допустим, чтобы бойца того же перебить. Ой-ой-ой, Чапи 100 хп не добили, бля. Вот было бы нормально, если его добили. Пайпер? Бля, не добила. Опять же, никого не могу добить. А вот Джина уже, тем не менее, ульта. Джина сейчас, мне кажется, кого-то может затянуть. Но Пайпер он тягивать не будет, Брока, скорее всего, тоже. А вот будет он целиться в Отиса. Ну, смотрим, что сейчас будет. Очень интересная, напряженная ситуация. Ну, блин, ну тут, не знаю, против Отиса в нулину ем. Ой, Отис ульта. А, ну все, да, Отиса. Кстати, ульта была бы сейчас Отиса, Джину бы кильнул. Остается 2 в 2. Это все, ГГ. Блин, опасненько. Третий раунд. Super close game, and it's all coming down to the very last round here to determine who is the first wielder of that match point. Chazmat Gaming BR need to bring this one back. Ой, карта уже фулл раскрыта, Джин затяжка ее раскрыл. Уже сейчас будет сложновато, капздец, как им. Сейчас, смотрите, идут тянуть Пайпера, наш без ульты. Убили Пайпер. 3 в 2, но тут Джин ульта, тут GG, все, минус. Забирают за это, забирают. А начало было хорошее. Было хорошее начало. Матчпоинт, дабл матчпоинт, ребята, для Зета. Интересно, что будет, что дальше? Textbook definition of a reverse sweep right here. In Zeta Division 0, they plan to see it to completion. Chazmat Gaming BR stands firmly in their path. Донса очень хорошо относил, тычек Брака очень хорошо. Все-таки, видите, они... О, минус Куру. Фабочку давайте нажмем. Ой, бля. Опять первого не проигрывают? Первый прям нормально так проигрывают. Но Чапи не дали ультунуть, молодцы, молодцы. Опять когда получил смайлик. Ух, ладно. As they are facing that match point from Zeta Division 0, Chazmat, they have not given up just yet. They'll fight all the way until the end, and they want that double match point. Can they reach it? A couple whiff shots from back on the right-hand side. Да, не попадает в танца. Попал тычку, видите, танца сразу отходит. Пека, давай, пека, тащи. Давай. У Джина ульта очень опасненько. Ну, в принципе, говорю, опять же, Брока Пайпера не затянет. Он будет тянуть этого Отиса. Бля, Джин это сильно танкует по Пайпер. Бля, ну и ультой Брок промахивает GG. И набрали, и Пайпер забирает. Ребят, одна катка сейчас, если забирают за это вот этот вот раунд, то все. Они выиграли. Если нет, то не выиграли. Прикиньте, как нервничают сейчас все, просто прикиньте их сейчас все нервика. Бля, не забирает танца, не забирает. Куру, минус Куру. 3 в 2 тут. С Гачса забирают танца. Ребята, слушайте, ну тут сейчас будет финальный раунд. Прикиньте, как все тянется до последней секунды тянется. Охренеть они потеют все. Очень мощно, очень мощно. Yeah, it's Chazmat Gaming BR right now. They're just playing with their food. Choppy's fighting for his life, but it was chalked from the moment he was locked in a 1v3. It's a double match point incoming, and the last thing that so many people expect. Ребята, финальная сейчас будет. Самое А, что-то у него не работает, видите, что-то не работает у него. Что-то не работает, он стоит. Бля, ну что-то не работает. Стойте, останавливают катку. Бля, останавливает катку. Стойте, это шо? Стойте. У него что-то не работает, стойте.
as Бля, да ну, не, это assuming a реплей game будет, реплей, crashed не or переиграл эту something катку, along those переиграл эту lines. каточку. It happens. It's Переиграю. always tough to get every single device running properly, and at times Easily. we'll have Не-не-не, to do some of это those неправильно, rematches. это Don't не have a переиграть. confirmation just yet from Фишки не production, поладочки. so I'm just assuming so far. But that would be a dramatic way to end the series. It sure would be a dramatic way to end the series. That double match point as well for something like this to happen is just crazy. The pressure continues to build in. You know, who's getting iced here? Who is getting sort of their nerves drawn out the most possible? Who's the most confident going into this match? All questions that we don't have the answer to. And also, we're still trying to figure out what exactly is going on. However, rest assured, we're going to be heading back into that match very, very soon here. I have a lot of expectations, though. We saw consistent good gameplay, I think, from both teams there. I think a lot of it also came down to specific lane matchups and when the walls were broken open to give any particular team the advantage. Пусть Yeah, пока I mean, камера по I'm карте assuming one of the полетает, да. players' device just crashed or stopped working. Ну, блин, не знаю, что там происходит. Давайте-ка это идет. Блин, капец, затянулась Ямай. Прикиньте, и перед нами вот так вот она перед нами вот так затянулась, блин. Обидно. Ладно, дождемся. Не будет. Вот она когда средняя стрела когда. Ладно, давайте Oh, включим. and all of that fun stuff, but I mean, we haven't gotten to see too much of the mags from the guys. I think it's just, a little bit too intimidating. Everyone knows that you gotta ban mags or you gotta pick mags versus these dudes, and I think that also speaks volumes about just how much respect they command when they load into a game. You don't let them get particular brawlers. They have a reputation that precedes them, and it's absolutely deserved. They are going to double match point. Either team is one game away from taking the victory and heading on to the quarterfinals. Yeah, we are watching some replays right now, guys. Don't get переигрывают уже что-то? Yeah, we'll keep you guys up to date with everything that's happening, but I mean, for obvious reasons, everyone behind the scenes is making sure that everyone can compete. Все, да, последний раунд, сейчас должно решиться, но они должны сначала все пофиксить. On the technical side, so that we can have that final game we deserve and determine who between Zeta Division 0 and Частные Gaming BR will be making it to the quarterfinals and who goes home. Again, both teams have had incredible results in the past. Zeta Division 0, no need to even mention their achievements. I'll still do it. World champions of 2021. So yeah, the expectations are there. Two of their players, as you mentioned, it's Tensai and Chappie that were world champions just last year. But on the side of CMG, they also have two players that made it to top 4 last year. Да, уже отошел to top 4 in челик. 2020 as well, but that goes way back. Still, incredibly Непредвиденные обстоятельства. teams that have achieved a lot as well, and yet one of them is going home. Top 16 today. One of them is moving on to the Фиксить, ну не могут им пофиксить. Wow, the pressure is up. The pressure is on, and there's a whole lot at stake as well, simply because an entire year's worth of effort could be laid to rest right here. And now, after all of these games, it's come down to a single game. And in knockout, it's going to come down to a single round. Your death is going to be permanent. I heard some information from production. Don't want to cut you down, but you'll want to hear this. We are going back into the final game, double match point. It's going to be everything, right? Same brawlers, same draft. Just that final game is going to be replayed as they were not able to play it through. Wow. I mean, again, just want to say it one more time. How much is on the line here for both teams? They've grinded through in and throughout this 2022 season in their home regions. Zeta Division 0, that was East Asia for CMG, Brazil, obviously, South America, so Latin South. A lot of expectations on both sides, and the fans at home from both of those regions are going to be biting their nails. Right now, CMGBR are the last representatives of LATAM South, the final hope for LATAM, and they've made them proud. We know that for sure, but can they actually make it happen? Can they take down Zeta Division 0, or is Zeta gonna
full-on reverse sweep them. Wow, what a storyline ready. Dude, at this point, the nerves Да, are getting to me видел. too. Like, I'm feeling the second-hand nerves as well because it has been going on. Здесь только How сам, да, знаю. long has it been since Потом we've had куда-то a будет double скоро. match point that is extended over probably like 10 minutes now? The pressure has Да, been реально, что так mounting. долго, Who is наверное? able to deal with it best? It's no longer a game of adaptation. It is a game of focus in being able, in zen, and being able to calm yourself down, not let the pressure get to you, not let the nerves, the huge crowd that we have at this venue Да? get to you either. А, бля. It's going to be a tough one for both sides. Absolutely so. This entire match has been a tough one for both sides. We've had some really one-sided games, some more one-sided sets too, but then some incredible brawl and close games. And so far, this final set seems to be the closest one as well. I think one of the big challenges when you have such a sort of technical issue in the final set as well at double match point is who has enough ice in their veins, who can keep their calm and get back in that situation with the momentum they had earlier, with the mood, with the concentration that they had, because now it's been a couple of minutes and both teams are, you know, their times are gonna be getting a little bit colder and their minds might not be quite as fresh, but they only got one shot, they only got one game. Все, переигрывают. Они играют последнюю игру, ребята. Последнюю игру играют. Они пошли, походу, просто в обычную катку, без лиги, видите? Финальную катку. Да, танца не смогли забрать. Смотрите, реально, китыки от Пайпер хорошие, все на лоу хп выжили. Да ну добейте. Ну блин, ну на таких лоу хпрях все выжили. Да ну нахрен, да что за... Да ну там очень хорошо Пайпер тихи разла. Очень хорошо, реально, Пайпер просто как идеально отыграла. Блять, ну мега обидно, реально. Ну просто там на тупо на хиле Джина выживали. Обидно так реально. Дабл матчпоинт, блядь, это все. Да ну. Это как хочется, чтобы выиграть это чело. Блядь, очень обидно, не, их дожмут. Не знаю, что там должно быть, все, улетел слева. Единственное, что сейчас, блядь. Choppy has a super as well that he can use. P.E.K.K.A and Firecrow on both on low health. Not really anywhere to go. Tenside's going for it. P.E.K.K.A is taking so much damage. A kill and a two find P.E.K.K.A. Zeta Division 0. They're headed on to the quarterfinals. Блять, ну так было близко. Я в ахере, как же это было близко. Я в ахере, как же это было близко. Это было мега близко. Это было мега близко. Ну, была очень достойная игра. Очень, очень хорошо это. Блин, это очень круто чело. Они очень мало хорошо сыграли, они молодцы. Давай спать кратко. Очень молодцы эти челы. Очень молодцы, реально. Вот это косматик, я запомнил эту команду. Очень хорошо играли. Очень достойно, очень плотно против них было. Не просто. Блин, очень. То, что они прям доиграли до конца. Ну, сука, и так они выживали. Обидно очень. Очень обидно, так не смогли их забрать. Ну все, ребята, то, чем мы задолго ждали. NAVI! NAVI! А ну-ка, я вроде смайлик добавил, NAVI, нет? Блин, ну добавить сейчас быренько смайлик NAVI. А ну-ка, я сейчас быренько добавлю. The World Finals 22, and what other team to do it than Zeta Division 0? Zeta Division 0 and their sister team, they're now locked in those quarterfinals, facing versus both of the Chazmac sister teams too. Not only an effort that was posed yesterday, but a seriously impressive one that completely blew us away from Chazmac Gaming BR here. Just amazing stuff from this team. In fact, both of them as well. But only one victor can head on into the next round, unfortunately, and it means that the hopes of life. Ребят, NAVI будет сейчас. Все, пауза наша небольшая и идем на смотреть. It's gonna have to wait for you know the World Finals 2023. Unfortunately for Latin South, as all of their representatives have been sent home. Don't worry, they're still in Paris having fun, enjoying Disneyland, hanging out with all the homies from the other teams, but they're not going to be competing anymore. And it's sad, we've pretty much always had a Latin South team make it quite far into our World Finals bracket, but this year it's not quite going to be the case.
Wow, what a start of the day already. Just in case you guys missed it, Tribe Gaming EU 3-0 Zest. But honestly, Zest, they played fantastic. That was the performance of the year from Zest. But yet, Tribe Gaming EU, they managed to reverse sweep 2 sets in a row. And in the end, they took that match quite nicely. For Zeta Division 0 versus Chasmac Gaming Brazil, that was the closest match yet at the World Finals. If you look upwards in the bracket, mostly 3-0s and 3-1 and 1-3-1. That 3-2 there, that was one stacked match and one we didn't really see coming. Most people, I mean, you guys at home said 85% said Zeta Division 0 will take it. Well, I mean, I'm sad for the 15% of you that saw the potential of Chasmac, but you guys can still be very, very proud of your prediction as well, because you pretty much got it right. They were so close to make it happen. 2 matches done already, 2 to come very, very soon. It has been an exhilarating day through and through, but we're only halfway through. We're going to be going to a quick break, and we'll come back with the next 2 matches in day 2 of the Brawl Stars World Finals. Опа, ребят, ну, пауза. Просто такого очевидно было, что будет пауза. Найс. Вы смотрите, что я сейчас добавил QM, добавил для спонсоров в чате. Сейчас вы видите. Видите, QM добавил для спонсоров в чате. Просто чекайте, что я сейчас сделал. Просто чекайте, что я сейчас сделал, ребят. А ну-ка, смотрите. О! Чекайте, а? Имба. Вот покупать спонсорку, вы тоже кидать NAVI в чат. Прикольная имба. Есть NAVI АБС, это что, не понял? Имба, ничего не видно. Топ, то есть ничего не видно, все видно. NAVI в чате просто. Имба. Имба, имбуля. А, ну какой команде Гуйле? Гуйле в этом, в ВСК. Как Гуйле? Так, нормально. Разголебали. Если хотите писать, вот точно в Телеграме пишите. Пишите в чате. Почему не пишете в Телеграме, ВК, нахрена? ВК чекни. Зачем мне ВК чекать на время стрима? Нельзя мне в чате писать. Чем писать за бред ВК? Да за кого, как, NAVI слили? Нету NAVI съели. А, нет NAVI съели. А, не видно. А, наверное, вам в России не видно. А ну-ка, ребят, сейчас кинул вот смайлики в чат. Вам видно их или нет? Напишите, кому видно. Кому не видно. Это, блин, ты в России, Морфин, просто. Тебя не видно. Нет, вам не видно. Нет, блин, вы в России, вам не видно, блядь. Понятно. Вот так, кто не в России, вам видно. Кто не в России видно, блин, печально. О, нет, это СП, нам не надо это. А ну-ка, что? Я в карате, я зашел к нему стримить, там это слушал. Да, я понял, что они... А, это всем, кто с России. Здесь сейчас матч, нет, сейчас не матч, сейчас песенка. О, кстати, пенчик давайте заберем, я уже забираю. А, у нас же за это... А, я MVP про... А, MVP не было. Не было MVP. Ребят, не было MVP или я пропустил его? Не было MVP. 160, ребят, у меня уже очков. Но MVP не было, видите, был бы уже еще больше на 100. Нормально. Просто так на чили 160 задали. Почему звука не было? Ну, звука, все есть. Чекать, знаю 74. Я же сказал, что противники достойны, поэтому не будет уже 90-10 или 95 или 99-1 или 100-0.
Ну тут реально Трайбана, ребят, достойный противник. Тут достойный противник Трайбана. Очень достойный, но... Блин. Ну, Трайба реально очень достойный. В честном магазине. Бля, ну капец, что так долго эта херня идет? Ну давайте быстрее, плиз, ну ё-моё. Но если мы это угадаем, кстати, нам 150 баллов дадут. Тут Петя соло вывезет, если бы Трайб Индис не кинул, вся команда поиграла, да. О, все, бля, нет. Драгон профиль. Целая реклама. Полетели. Да, ребят. Сейчас начнется то, чего мы так долго ждали. That last match definitely not going the way we expected it to. Really impressed to see the moxie, the pluckiness of that Chazmac Gaming VR team, but sadly they fall just short. It was so exciting, wasn't it? I mean, it really was. Chazmac Gaming VR coming out swinging and showing us that no one in this competition is invincible. Yeah, let's have a look back at the bracket review and see how we got to where we are now, because there's still 2 more games left in this round of 16. Today, first up, of course, we saw Tribe Gaming EU take down Zest, and then that absolute barn burner between Zeta Division 0 and Chazmac Gaming Brazil. Incredible match, one we won't soon forget. But there's more of those in store for us, because coming right up is Tribe Gaming NA going up against NAVI, and then Reconic Esports take on SK Gaming. Yeah, that is going to be an interesting one, but Tribe Gaming NA and NAVI, oh, they are very closely matched. There's a lot of support for NAVI as well, so they're going to have a ton of support in that respect. I don't know, it's going to be a very close one to call. Yeah, so, I mean, again, now we've been looking ahead, of course, at our predictions and towards our potential quarterfinal matchup. Видите, все подумали, что Трайбана только стоит хорошо. Этот, как его, играет. Ладно, посмотрим. Видим. За сколько монет стоит мифическое снаряжение? 1000-2000. Я знаю. Ну, я знаю просто. Ребят, 2000, ну это я прям реально. Это стыдно, не знаю. Человек, который качал все снаряжения в первый день. Хорошо, не спамлю. Уже 710, ребят, форманул, тем не менее. Забираем. А давайте хоть на фоне, хоть что-то поговорит, пусть. Что-то не знаю, что обсуждать сейчас. Definitely an upset loss for them, and they're starting to realize, hang about, the rest of the field here is looking really competitive in North America. We spent much of yesterday talking up Vatra Gaming because of how insane they've been over the second part of the season. NA is getting stronger and stronger. Tribe have to stay afloat. Yeah, you know, they are a team with so much experience behind them, and that counts for a great deal. You know, the last couple of results weren't the best, let's be honest, but nonetheless, it's being able to pick yourselves up, and that's what's important. And of course, for a team like Tribe NA, their LAN experience is basically unparalleled. These guys have been around the block quite a few times, and they're here to run it back once more. So let's head down to the О, stage. там уже сказали Нави Трайбе. Ребят, ща будет, ща будет.
again, il y a une très bonne ambiance, je suis au milieu de supporters de Tribe, donc on va devoir la faire en И anglais. Tribe Je suis в obligé. поддержку For all of жестко. you guys, this is good vibes right Я here. иду в The зале. Tribe gaming crowd is absolutely insane. I have no idea if you guys can hear me, but you know what? I think it's time to say welcome. Their colleagues from Europe won earlier. It's time to welcome the kings of NA, Tribe Gaming! Нормально. Tribe Gaming NA really have proved themselves to be the Tribe Gaming NA, powerhouse ребята, он сейчас of с the нами North выйдет, блин. America and Заказано. LATAM North region. Zulan, Aslibi, Tyrant and Corey Да ладно, злее, have блин, set the знаем этих precedent пацанов. for dominance with 5 grand final appearances Сейчас с нами, ребят, буду and выходить, сейчас с 4 нами буду grand final выходить. wins under their belt. With a whopping 965 points earned throughout the year, they towered over their rivals and are no strangers Блин, to the офигеть, world я реально, finals. видите, кто-то капец, не знаю. Third time lucky Классно будет to get очень. their hands on that BSC trophy. Очень круто все Harsh полетели. lessons learned recently by your March, May, July, and August NA and LATAM North monthly champions, Tribe NA, has started to realize that in order to Погнали. stay afloat, in order to stay ahead of the pack, they had to come up with something different. As Livy really infusing this team with some youth and more vivacity. But let's now get ready to meet Tribe's opponents. Ну то, давайте, Нави, выходите. Et on Что est они toujours там? là, on a raté, Не on выходит. fait А, pas du это... Tribe, on l'a refait en anglais. We couldn't Как ее have зовут, я Tribe, right? We забыл. need some NAVI fans Как to эта девочка welcome зовут? one of the big teams as well. That's gonna be a massive one. Massive Поддержка noise навели, for она одна там, бля. NAVI! Она одна там, реально. NAVI came in to the О, competition вышли, a вышли, little вышли. later than others. But boy, did they make up for some lost time. Алекс пока не играет. Cubic, Офигеть, какой бой огромный, я в шоке. Но там кубик не СМА низкий, на самом to деле. move mountains and hold a reputation to match. The 2021 World Finals, they made the grand final, but fell just short to Zayt's division. Nonetheless, being within an arm's reach of gold only serves to add fuel to the fire, and through constant growth in this year's competition, they're coming in hot. Natus Vincera means born Да, to мега win интересно, in офигеть, life, классно, and реально. This team has been on the rise. 2 second place finishes in the September and October monthly finals. Yes, they start a little bit late over in the EMEA region, but they turn up with a bang. Previously, just dominating that EECA region, right? Felt like Navi head and shoulders above the rest, didn't have the competition, but these big fish Ух, jumped это into an Магиган, even да. bigger pond, and they still stay afloat. That's what Видишь, you на love to связи, see. да-да-да. They're here to Да, вот show это the сейчас будет реально world классно, that это EMEA сейчас будет reigns очень supreme. классно. Yeah, exactly. I love to watch constant progression in any competition, and that's what NAVI have really demonstrated. You know, they came in a bit late, but that didn't deter them. Their results in those early monthly finals weren't great, some quarterfinal exits, but towards the end, getting to that grand final, despite coming a little bit short, you know, to Tribe Gaming EU Нави, in Нави, that да, final month, ребята. they still made it consistently there, and I feel like they are coming in a very, very good place. Their mindset is gonna be on point here today. Special moment for this Navi team who had to attend the World Finals last year remotely. All right, the lights, the action, the crowd, the energy was something that was Ну, foreign ребят, to their сейчас начнется, registration. ё-моё. They performed really well. Now the question is, what happens when we plonk you in the middle of the maelstrom that is our Disneyland Paris World Finals? That's the question. A lot of fans behind this Navi team, and they're really hard not to like. Their sort of antics in the post game, we see them on camera all the time, especially sort of shutting out SK Gaming in that October monthly final. They won 3-2. SK were put in a position where they have to try and reverse sweep, and they kind of shut them out. On Tribe's side of things, I do want to see what they've been working on here, because they've definitely been on shakier ground. I really do think it's less about them falling off, but more about the rest of the region, you know, moving up. And that's what they say, a rising tide lifts all ships, and you better hope that Tribe Gaming have got their floaties on. Yeah, it was, you know, a tough September. У меня есть грустный смайл. Ладно, все, полетели. Losing in that semi-finals to Bachelor. А ну-ка, у меня куб в ДР, стойте. Они там не видно их? А, их не видно даже, прикиньте. Типа не видно никак бы. Давайте приглашу его сейчас. Приглашу его сейчас. Кину пригласом. Он такой, сейчас в ШД покатать. Поэтому сейчас куб в ШД пойдет покатать. Немножко так, пару каток. Ладно, погнали.
Баны, Пайпер, Бонни, Колец. Фух, сейчас вообще не будем отрываться, мы просто смотреть и наблюдать. Интересно, что с чем будет, ребята. Позовем Куба, ребят, сейчас ШД, вот. Смотрите. Можно позвать его ШДшечку покатать. Давайте позовем. Видите, он не в катке, типа, он не в команде. Давайте позовем. Может поиграть так чуть. Погнали. Pretty prescient selection to ban here, and Carl also. NAVI don't want any of these shenanigans. This team is really aggressive. They have some really wacky takes on the metagame and sort of what to draft. It's what sort of makes this extra exciting. And MMA is up there on the stage. That's a rarity for this ладно, team. полетели. Yeah, it's going to make a difference when it comes to the draft. The first pick. Пикаю долго, Нави. I love 8-bit on this map. I think that B. Очень хорошая мапа, мне очень нравится. Despite that Daryl being banned, it's still going to Брока. punch Brock. Первым пиком Брока. That's going to allow for some Мама, да, dynamics Брока. in that mid, being able to break everything open, and Eve therefore as А well. Пайпера и Белль забан Ева. Пайпер баня. Блин, я бы не Брока взял бы, взял Белль, допустим, наверное. In which Eve can get a lot of value from just her natural abilities on this particular map. But it's going to be a long-range game, no doubts about it. And with the bans of Piper coming in, and there's the 8-bit for Tribe, you know, if you get that 8-bit in range of the safe, put the damage booster down, maybe even have a damage gear rolling in as well. You know, extra credits is going to get a lot of value on him. Against sharpshooter-heavy compositions, Eve Super Baby Boom is actually quite powerful. Their low fire rate of sharpshooters makes it hard for them to deal with those sort of baby Eves that start to run at you. So that's definitely something worth considering. Provides a lot of pressure, and on a map like Bridge Too Far, it's very easy to hatch those, right? Throw that back behind you, keep it safe, and then set up in a big way. 8-bit is crucial. You can make those forays forward, right? Maybe go overextend, you could say a little bit, get that safe pressure, and then back up. Lola getting locked in next. I like that from NAVI. It's one that they have gone to time and time again, and it is going to have a great deal of area spray, and there's always something to have on the left or right hand side lane that can really scout those bushes for you and seek out and destroy. The third and final pick for NAVI. Карл в бане. Ну coming чё? in, and it's going to be a risky что time такое? for them. They haven't really got much choice. Лола и They Кольта can берут. Блин, а play почему a Белль никто не берет? risk. Чё я так что-то туплю или чё? Чё не Белль? A draw for NAVI, but here's the Илья thing можно about рак. Ну Colt. чё, Белль же They имба. can get Я смотрю, сейчас some стеканием Белль tremendous заберет. taps, Странно. but you've got to land those shots, and that is where Tribe Gaming NA can, you know, make it very, very difficult in that respect and make sure those jukes are really on point. Yeah, Cole obviously weaker against enemies that can strafe effectively or brawl at high speed, but these lanes are really quite confined. So if you're just firing straight down the lane, it can be pretty hard to avoid the brunt of this damage. Of course, there's like an environmental destruction potential with Silver Bullet. Bell getting locked in here, probably not a huge surprise. Also, a nice pick against Lola, right? Either, you know, connect onto that Ego or Lola, get the shock bouncing back and forth, get extra damage, and also able to pressure. And again, one of the few sharpshooters left available at this point in the draft. And that's why I'm kind of surprised that NAVI went with the Colt, because more often than not, when you see a Lola drafted, the follow-up is normally the counter to it, and it may have helped them out a little bit, and Tribe have got themselves in a good spot. The thing about the Если давно ушел, бро. that in terms of Ну погнали, первая катка. therefore Colt shots can land far more effectively. Они вдвоем на один фланг пошли, да ну. What do you make of this double lane on the left-hand side from NAVI? Нет, ну я говорю, очень зря они Белль не забрали, очень зря. Я не знаю, как они так пропустили бита. Один лайн пошли. MMA jumping through, strains the shots of Zulan, he gets taken down, and now damage gear plus extra credits onto the safe. That is bizarre. Rocket Lace is used to go across the lane and try and fight an 8-bit up close and personal. The guy is hefty. Да, как будто что-то такое. You can't do that against an 8-bit. You know, you can't. Now MMA being marked up in the mid is a concern, and the double right-hand side lane takedown was beautiful there for Tribe, as Livy can't quite find the shot on MMA, but Zulan once again coming in. Я реально говорю, вместе с нами Белль сделал что-то. Нормально, ладно, нормально, 55 на 40. Yeah, good pressure from that left-hand side lane at the start of the round now. Tyrant's hatching something. Let's see if it's a nasty plot or a goose egg. Shot down the middle here as Tyrant's able to keep a little bit of space, but Navi's safe. He's pretty darn low. MMA under pressure once more as Livy starts to posture forward. Here come Tyrant and Co. And Zulan doesn't care about giving up his life. That's tons of damage. 14% on the safe. Now Tribe have to try to slow the advance here. It's going to be a tough right-hand side lane, but Angel Boy goes low. A great takedown there Не, ну for Livy, тут, and he's да, getting тут ладно, the тут их shots on подавили. point. Tyrant comes in. It is done. The first game goes the way of Tribe. Да.
Окей, We ладно, foreshadowed хрен this a с little ним. bit about NAVI, right? Some of their drafts and some of their executions. Ну, первую катку, ладно, за ними. Но мне кажется, им больше не пойдут дабллайн, и все. Это была очень большая ошибка, ребята, и дабллайн не надо, мне кажется, было. Кажется, вообще не надо было дабллайном идти. Ну ладно. Все, уже разошлись нормально, Кольт на бита. Ну, рискнули, и мне кажется, зря. Кнопочку нажимаем. Нави, тащите, давайте. Ой-ой-ой, Ангелбой промахнулся, блядь. My word, Tyrant, that was lovely. Again, if you can juke those cold shots, he starts to become pretty vulnerable. Tyrant really laying claim towards the part of the map there. Love that little jump from him. А, на огне добил, умер, хорошо. Да, добили, мама. This right-hand side. Cubic tries to stand up to Zulan, and the pressure is decent, but reinforcements are on the way. Yeah, just keeping Navi mismarked though there from Livy. The shots will ricochet though between both Angel Boy and the safe, and yeah, continuing to do just that. The spray down from Cubic is connecting onto Zulan, and Zulan is shooting for his life. He does go down. Now, can Navi get out of this spawn and start to return some of this damage? Ну, проходит Кубик Ангелбой. Ну, там бит, блин, ебать, там, сука, бит дефает. Убили Ангелбоя. Ангелбоя Кубика. They like a staying power to keep pressuring down. MMA takes a salvo. He's so low, and now Tyrant is trying to guess where he is. He guesses right. Beautiful stuff. Honestly, Tribe are looking like they just have so much synergy right now. They're picking up the pieces every now and again, struggling to find Navi within the bushes, but when they do, it's swift and quick takedowns. Tyrant now able to focus his attention onto the safe, and we haven't really seen much from Navi in this round. That's a concern. Я думаю, я говорил, я думаю, надо было забирать Белли, все. Мне кажется, уже было плохо, да, не Белли не взяли, а Брока первым пиком. A couple shots on those Evelings as they pressure down. Another damage amplifier from Zulan here. But really just to try and block some of these shots as Cubic lays it on thick. It's not enough though. Here comes Zulan posturing aggressively. It's 27 and counting on the safe. And Tyrant will stand once the smoke clears. Yeah, it's kind of didn't quite position himself there with the incendiary, but he had the, a great advantage to be able to get those shots. Nonetheless, though, I think the Tribe have done enough for now, and Navi with no time really, except for Angel Boy all on his own. Ладно. This one's Ладно, ребят, из этого вообще две катки слили, ладно. Точнее, два режима. very comfortable in doing so. Это только первый. Ладно. Окей. Cool, calm and collected with Tribe though. Picking composition really styled to that kind of map. The E through mid from Tyrant as well, not something we see all the time, but any time you get value in him being able to cross lanes, collapse as well on them if he has to. Really love those looks here. Zulan on the 8-bit, again, putting himself up front and center in many of those fights and just saying, hey, I've got a large health pool, come at me. I'm going to try and get pressure down on your safe. Strong fundamentals there from Tribe, really getting them over the line. Yeah, it was a risky draft as well, wasn't it, from Navi, and that play there, questionable, ultimately. Все проблемы. Ну, блин, ну я не знаю, я честно, я не понимаю, почему было первым пиком брать Брока, а не Белли. Ну, то есть, не самый ну, типа, я не знаю, может я ошибаюсь, самая игра, мне кажется, перс это самая жесткая, это Пайпер, а на втором месте это Белль. У них была возможность взять Белль, они берут Брока. Ну, типа, ну, не знаю. Они, видят, под Брока, ну, у Брока дамага немного, они сразу взяли битап надо делать, все. Блин, обидно, очень обидно, очень обидно. Еще вначале на Б-лайн не пытались идти, что там. Тоже как-то не получилось. Yeah, Tribe have been known in the past to, gain a little bit too much confidence too soon. Sure. I'm not going to necessarily bring up last year too much because, I'm sure when they watch back the VOD, it might be that switch. Oh, you'll hear about it. Yeah. No thumbs down here today. But nonetheless, that's the start that you want to have at the World Finals. You really want to come in and make your mark. It gives you that confidence going into the second. It's a tough spot for Navi. This is a LAN experience which they're not used to having. So being behind now is going to mean they're going to have that little bit of time to have those team talks. Блин, не совсем я люблю эту картзону, но неплохая, но не прям отлично. Кажется, по нисте. Да не, нормально. Ладно, смотрим дальше. Leveraging his leadership ability straight away. Penny's going to be locked away. Pretty popular pick here.
NAVI really love to run Penny. I mean, I remember my first conversation with them regarding draft, and they took it a little bit personal. But Penny here can do some great and wondrous things. The bans on the side and Tribe being Pogo, I think, are smart. Ладно, Pogo полетели. against Tribe, against NAVI, you have to do that. You really do. The Stu as well, you know, getting rid of some aggression, and of course Buster. We know full well what that can achieve. Janet gonna come in. Tribe gaming NA. Some great value for it. And B as well to back it up, just in the eventuality that NAVI bringing some tanks, which they are. Penny берут NAVI. Yeah, take a great all-rounder first here with Janet. Start to sculpt your draft a little bit with something a little bit longer range. The B obviously great hunting, and that's be such a problem, especially if you're able to push up and you have the advantage. And then you can round it out. You can kind of see what NAVI goes for. Now at least you have the chance to sort of preempt that last pick, the wacky one, right? As a Colt was locked in earlier on by NAVI. Tribe maybe prefer to be in this position now. Obviously, we sort of mentioned a couple times, we've seen a little bit of Buster here, but he's just not something that Tribe want to deal with. Bell, though, is on the table and snapped up. Сейчас будем взять какое-то раскрытие одно. Я бы взял Гриф забаним. Они сами забанили Грифа. Я бы взял... Я хрен кого я бы взял. Наверное, метателя кого-то. Ну, не рискнул бы взять метателя. Или рискнул бы. Кроу. Опасненько, потому что бешенки. Очень опасненько, брат, здесь Ворона. Мы сейчас посмотрим, что будет. Especially if you're in a scenario where you have to retake, right, and the defending team has to expose themselves to your Crow to some degree. The slowing toxins can be pretty straightforward to hit. Now, it's not an all-in, you know, composition after the fact, but like you mentioned, slow targets are easy meat for Cubic and MMA on those picks. Sprout gotta be knocked in here. Corey sat on the bench. Сказал метателя. Ну, раскрытия ни у кого нет вообще. Бля, это очень плохо. Сука, это очень плохо. Тут Спраут сейчас так будет. Это очень плохо, ребят, это очень плохо. Это очень плохо. Я думал, они заберут метателя. Ну ладно. MMA will be trying to man the middle part of the map here as Tyrant, as we expected, attends. Is Livy, of course, as well. You notice here that Tribe are really spreading out into a lane to have to deal with Cubic. They're really trying to opt out of going one-to-one with him for the time being. MMA is starting to get aggressive, posturing forward, but he's punished instantly by a hedge behind, and Zulan chimes in from the right. Amplified shot for Zulan. Гебола витычку. Ну, мне кажется, жопа будет сейчас. Да, ну, бля, тут сразу только они Спраута взяли. Вообще что-то новое, ребят, с пиками не идет. So frustrating to deal with when you've got no choice but to stand in it and not be able to get healed up. Zulan now starting to get a bit comfortable here. MMA slowed up, the Iron Hive, and the shot to follow is good. Cubic has to sheepishly back up as Tribe start to lay it on even thicker. Angel Boy and MMA return. We definitely need to see some value from this Crow. Yeah, it's really a bit of a struggle so far. Tyrant, though. Хочу просто молча смотреть. Ничего делать, ничего комментировать. Ну, Гилбой, слушайте. 30-50. Есть шансы. Ну, тут все, Джен сверху, эти снизу. Spot on. What a retake from Tribe. Love that. Tyrant being absolutely obnoxious in the backline. He requiring NAVI to commit 2 players in order to remove him. That opens the way for Tribe to move up onto the hot zone and start ticking up once more. Iron Hive doesn't connect, but the empowered shot does. Zulan in a very comfortable spot now. Hector's going to force NAVI back, and it's 86 and counting for the time being. MMA wants to push up here. Now looking for a flank, but as Livy is keeping him under the thumb for the entire round. Tyrant shots are coming in, and it's a trade at best for MMA, not what he's looking for. Tyrant now wants to try and extricate himself from the situation as Cubic and Angel. Не знаю, что должно быть, чтобы они все-таки сдержали зону. Сейчас должно быть... Да, ну... Камбэк. Смотрите, как держится Нави, смотрите реально, как Нави держится. Ну, говорю, против такой контры они так еще стоят. Молодцы, реально, молодцы Нави. Ну, блядь, ну, просто справа.
Их раскрыли. Нави так они забанили. И вот тоже, понимаете, я вот не понимаю, Нави забанили все раскрытие. Нави забанили все раскрытие. И они не забрали метателя. Я не знаю, честно, я не понимаю. Я не понимаю. Я не понимаю, ну честно, ну говорю, опять же, я не аналитик, я не игрок, но ну просто, типа, не то, что не игрок, я не крутой какой-то игрок, но я не понимаю реально, почему. Блядь, это ж пиздец. Some free time on the point there, obviously, after that hedge came out. Now is living in a bit more of a vulnerable position, but Tyrant chimes in instantly. And Angel Boy has tried to make a lane swap here to find a better angle. But Zulan has eluded him thus far. Oh my! Dropped the base, actually almost claiming the life there of that bell. But NAVI gonna have Angel Boy sit in the bleachers for the time being. To return only when two of his teammates are down. This is devastating for NAVI. Tyrant is being a tyrant right now, isn't he? He's forcing NAVI to the right-hand side into the path and the firing range of Zulan. And he has a super, if he gets that connection, the miss mark. Angel Boy is going to be costly too. Penny Tyrant not going to connect as everyone on the side of Tribe keeping themselves moving. And now almost 20% left and this set is Tribe's. Cubic trying to move up here. But again, at best, it's a 2v3 for NAVI for much of the round. Always lacking that one player, and Angel Boy again eats another one from Zulan, dominating the right side lane. Tyrant's gonna fly away in celebration as Tribe rack up another one. It is looking like a red day so far, and no sign, really, of any black and yellow. Going into this next set, NAVI are gonna have to start to make some changes. The drafts at the moment for me is where пиздец, that starts, just kind of not foreseeing what is to come, you know, and keeping their options open a little bit. Some risky ideas. At the moment, I don't mind risk as long as it starts to pay off. Я хрен пойму. It's been a tumultuous year for this NAVI team, right? I mean, yeah, think about their situation just in many of their personal lives at the start of the year and in the last few months, and then obviously coming into the EMEA region a little late, sort of having to play catch up with everybody else, getting wins against. Ля, очень денежная выиграет. Блин, ну Зета тоже, ребят, проиграл 2 катки. Помните, он Зета тоже проиграл. Давайте, ребят, прожмите по лайку, и Нави реально ставить. Ну серьезно. Да не байт, просто я не знаю. Не сухую сливать такое себе, хотя бы не раз выиграть. Да, ну хоть что. Ну с это тоже проиграть вначале. Надо Нави собраться. I just worry a little bit for NAVI at this stage. We haven't really seen enough. Блять, так обидно. Я не знаю, сука, у меня просто настроение хряпами. Ой, Нави, давайте, пожалуйста, Нави, я вас очень прошу, решать. Ну, да, просто перепикайте их и все. Все, просто перепикайте, я вас очень перепикайте. Просто надо перепикать их, все. But this is last chance saloon. NAVI have one more opportunity to show us what they're made of. But they're going home. Going into the sneaky fields then, and this is a NAVI map really, and a NAVI game mode. It's going to cater a lot to some tanks, some heal, you know, no max ban as well, no Poco ban. Ash is a good one though for Tribe and bringing in the M's. I mean, it's a very underrated pick, but that mid lane is going to be under so much control, and you know, it is susceptible. Ребят, последний Brawl Ball. Выиграю эта карта. Нави перебанили Отиса и Беа из-за меня это жестко. Дженет, ну так Дженет такой особо не знаю, зачем был бот. Ну так просто, да, чтобы было 3 шота. Трошки спитей пуфик, да. Ну блин, что-то такое вообще. Бастера. О, вот это уже хорошо. Не забанили Беа, взяли Бастера. Слушайте, они забанили Беа, взяли Бастера. Слушайте, это отлично, это идеально. Слушайте, это имба. Есть шансы, Нави могут что-то тащить. Ребята, очень хорошо, это очень хорошо. Это очень хорошо, это мега хорошо. Они забрали Гейла, чтобы не Бастера. Вот тут наконец-то Нави уже идет с пиком, наконец-то. Вот тут Нави уже идет с пиком, молодцы, молодцы. Все. Молодцы, молодцы. Все, пошла жаришка.
when he falls down to a lot of those sort of more ranged brawlers. But this is the kind of map where tough to have that kind of success. It also means that there's like a preemptive answer to tanks, and also if Ems wants to try. Ран веселый, все, вот это я прям уже рад. Ну что ты в зале орал? Sorry? It's a great counter for Buster. It is North America and Latam North have kind of been the first region that I've watched really start to tackle the Buster problem, and it was very interesting to watch just a couple of weeks ago when I saw it, but it actually did make a lot of sense. And Tribe Gaming NA just demonstrating just how on the ball they are when it comes to how to handle a really tough brawler like Buster. But it is a very strange comp, you know, from Tribe. There's not much to kind of have in terms of synergy, but Ruffs could be the answer to that question, you know, just having some support there to keep everyone. Не, Роза тут не знаю, не качает, мне кажется. Посмотри, кого-нибудь, посмотрим. Pretty darn close range composition here for NAVI, so Ruffs definitely, you know, must feel pretty decent for Tribe, give them more of an opportunity to keep NAVI at arm's length. And big question for me is, what is his last pick here? What do we go for here? Cubic and Angel Boy obviously already locking in. Not sure where Alex is. He's looking on from the sidelines for the time being. What do we have here now? Max, there you go. Love it. Yeah, absolutely so. I mean, Buster is already a very nerve-wracking thing to see coming straight towards you down that right or left-hand side lane. Having Max add that to the mix, and you are really going to be in a tough spot. And in a game mode like Brawl Ball, you know, that is going to provide so much aggression. NAVI are all about that. We've yet to kind of see that from them today, and that's why I've been a bit worried. But now... О, ребят, погнали! Давай, Ангелбой, давайте кубик, давай тащите. Тащите, ребят. Ой, я не смогли забить. Ребят, всех там тут донить. Ой, хорош, молодцы, все, имба. Имба, ребят, имба. Сейчас должен Нави давить, Нави уже давит, ребят. Эй, Макс, какой Макс, ты что, издеваешься под Бастера? Вообще капздец, это имба. Реально, чел, не ретрэшный, говори, серьезно, вот прям 100% в точку. Again, MMA standing out as Livy and leaving him like a sitting duck there. Cubic coming through as well. The pass can be there. It is. Will the goal happen? There's the friend zoner coming in though, and the super to follow up. Beautiful defense from Tribe. Yeah, love the knockback there from that Ems gadget. Gives just enough breathing room to make sure the bus is breathing nothing but fumes. Again, as Livy wants to try and hold them down on this right-hand side. Ball has moved up here. Montage from Cubic now, but Tribe weren't born yesterday. They knew to hold. Блин, не знаю, почему так они плотно играют против них так долго. Типа, блин, с Бастером. Ангелбой успел выпнуть мяч, хорошо. Нави, ММА закинул его туда, ребят, в кармашек тот. Ну и стоит пока с ним, хилится. Вышли Ангелбой с кубиком под скоростью. Ой, хорошо, Ама забрал Эмс. Блин, Ангелбой ушел под ульты Гавса с гаджетом. Да. Не знаю. Давай. Tribe are in a position where they're trying to bait out the gadget, and he's just not giving them an inch. He knows that he can utilize that in overtime as we're going into that in 10 seconds. Speed at just the right time, the ball coming through. Can they make something of this opportunity now for NAVI? Zula tries to go for the super. Going to be harder and harder to get value from that now. Блин, очень плохо на раскрытой. Я не знаю, как вообще они не забили на закрытой маке. Сейчас ульты должны что-то сделать, сейчас ульты будут делать вещи. Сейчас просто ульты должны делать вещи. Минус кубик, нет? Живут? Нет, не живут. Я не знаю, как они на закрыто не забили с Бастером против Луи, хрен, честно, я прям... Now the speed coming in, and that is a concern, but as Livy just knows to spray down that ball and trying to deter the situation.
it's going to be so close, but I feel like NAVI have got some good momentum. If Angel Boy goes down, though, that could change things. Cubic as well needs the speed to back up, and he does go down. A great opportunity, but can Tribe seize this? Cubic might have to try and force back here with the super. Yeah, he pops it straight away, sends it in this direction. Cubic will fall now. 7 seconds left in the round. Angel Не охренеть, ничья. Ребят, ничья, охренеть просто, я не знаю. Я не знаю, честно, очень странно. There won't be a conversion, and that first round ends in a draw. I've got to be honest, I felt like when NAVI was setting up going into overtime, that they were going to try to go for that goal scoring opportunity. It felt a bit strange to me. Очень They just странно, kind of в шоке. left the ball out there for Tribe to do something with, and maybe they just felt like they didn't have the utility they needed to go on the aggressive. Там But кусты nonetheless, раскрывают. Да, I я felt понимаю, like но that все was равно. a good opportunity missed, but a chance to reset. Понимаешь, что And сквад, that's но going все to be равно. arguably more so in favor of Tribe, actually. Really feel like MMA's had the better of Livy a lot of the time in the side lane. Punishing with that Gale Force, getting stuck. Блин, у нас бас там, давайте, ребят, ну тащите, у вас фанк, у вас бастер, у вас гейл, ну у вас все есть, ё-моё, ну тащите, ну ММА хорош, добирать. Мастер М перебивает темп, самое главное, все, должен быть гол, обязан быть гол, хорош. Ждут, еще ждут, молодцы, 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 и вот ребят, молодцы. Молодцы, все, сложно, вот так не должны быть первый катку играть. Ой, Кубик хорош, хорош, хорош. Прямо за стеночкой стал, что ВМС не толкнуло. Блин, да ну нас. Да ну нахрен, Кубик, я ебал. Я ебал, бля. Это трэш. MMA again with Gale Force in hand. Fail, Tribe have to play fail. more assertively here, but they're scared of just running into Buster randomly amongst this grass. Cubic as well is able to stay outside of that super, but it creates. Да, прикинь, еще будет обидно, если не проиграют эту катку. Это будет мега обидно. Кубика захерачили просто. ММА тут один остался. Да, кстати, охренеть. Хорошая ММА, красавчик. ММА просто красавчик, Рили. Сука, ну так обидно, ну я в ахере, ну. Ну, блядь, мне не знаю, ну как. As Livy just recovers the ball and makes the perfect shot to that left corner. Now things get a little bit interesting. Angel Boy gets caught out there by Tyrant. Там из ульти Луксов не забил, но все равно обидно. А уже карта раскрыта, уже сейчас будет раскрыта, им скорее всего забьют, бля. Ну, пожалуйста. Out of the mix there. The speed from Angel Boy going on the aggressive. The ball passed through from Livy. Lovely timing on that and just taking their time to score as Tribe Gaming and A move on to match points. Let's talk about some of the tough moments for NAVI there. They really hold on. Big missed opportunity here. Yeah, we said, didn't we? Like looking back, it was going to be a costly one, and that was the moment there. And could have ended the round right there. Yeah, possibly so. I mean, it was one of those moments that goes to show the LAN experience difference. You know, as we were discussing coming in, and Tribe have got that under their belt more. So it's a tough thing. You know, a lot of people here, a lot of pressure. Must win round for NAVI. This might be it for them. Cubic barely hanging on. As Livy also looking pretty haggard there as he's forced to back away. No more second chances for NAVI here as Livy goes for that caustic curse, forcing Cubic back смотрим, here, and все also как. scouting those bushes for anyone else. Катка была мега. Yeah, they're just taking their time. Speed coming in from NAVI, and they've got to just make sure that they get some takedowns. As Livy gonna go down here. Livy потратил гаджет. But the ball in a good spot. Tyrant as well can use that super if he needs. Да, Кубик. Да, что-то Кубик в этот раз, не знаю, я честно. Ну, видите, я уверен, что сказ то, что они на сцене. На, ребят, первый раз на сцене играют. Another Gale Force there, friend zoner, forcing MMA back. Cubic starting to converge on them now, but Angel Boy has to back away. NAVI can't get both their side lanes in order here, and Cubic's going to flatten his Livy once more. This is dirty stuff. Cubic going to go and tie it. Oh, Zulan out of position there. A lifeline for NAVI. The audacity of that goal. The no was in disbelief, but NAVI hanging on. The only way they know how at this point. Angel Boy punished though on the middle part of the map, getting a little bit too close to Livy and co. Cubic was super, backed into the corner. Tyrant, oh my goodness, that's a close one.
Well, NAVI just looking to regroup. They would prefer to approach this as a 3-piece. Getting locked in. Kubik's got his super as well and will use it, but actually cancelled a bit of a misclick there. Face shift Great from value. Boy. MMA goes for the twisty on the right-hand side, but he's going to get brought down. It's just Kubik. Kubik versus the world. It's not enough. One apiece with 27 seconds left. Well, supply drop comes in. Tribe know they've got the momentum on their side, and Angel Boy Фул brings in карта some скид, speed. ребят, фул But карта. Kubik is worried about the threes. He can't go Очень in сложно с to кубиком. Zulan too quickly. У него But they were ульта. race done again. Нормально забирать там, забирать там. But Kubik can't А really тут push просто at the moment. ульта. Oh, it's Louis open! It's wide open! That was a huge miss! And Tribe Gaming an A will take it home! What other way for your #1 seed from North America and LATAM North to finish it in style? Really hotly contested brawl ball set. But for NAVI, them coming alive, it was just too late. Ahead of steam, built up by Tribe NA, and even with Captain MMA at the 4, it's not enough for the CIS region team. Одной катки, ни одной катки. Very dominant stuff, you know, wasn't it? It was Tribe Gaming an A, just another day back in the office. The energy, the flamboyance of this team and confidence that's going to be going through to that next round. They're looking scary, aren't they? You got to be honest, they are looking very, very scary. So important for this Tribe team to start on the front foot after having a frankly awkward last couple of months. They've seen the rest of their own region rise up around them, and I'm sure at times they've questioned, do we still have it takes to dominate at the global Ни level? одной катки не The answer забрали. to that is yes. The EMEA's #5 seed has been vanquished. And this squad is starting to look pretty darn scary. They deal so well with the Buster, right? Newer brawler, definitely sometimes can pull off these unexpected moments here. But I love that composure from Бро, Tribe, всё, especially какие when they катки, took the какие goal, камбэки, in that всё, previous да. round against NAVI. They fight back in brilliant style. Я This за is кубика бы был extremely готов, exciting, за Brawl Stars. пиздец, I love честно. that finish there from Eslivi. These guys are here to Че, play. Нави просто exactly. ни одной катки не выиграли, блядь. Так. Kills. That's Angel Boy and Бастером Kubik put против together. Фула. Yes. He was doing so much work. 200, had 41 DPS. Putting in time, putting in work. On roughs, of all things, by the way. And your MVP is going to be none other than Tyrant Star. What a match from him and the rest of Tribe NA. They have sometime, not a lot of time, sometimes start thinking about now what's next, right? They're definitely going to be looking at the rest of this bracket and going, okay, it's last match of the day. We probably have an idea who we're expecting to go up against, so perhaps they're starting to think about prepping for that. We had a chat with Zulan earlier today. It's so funny, so energetic, definitely a lot of confidence on a stage, but off stage we sort of asked him, he just really refused to put him out there. He really refused to make any sort of saucy statements to us. He said, no, look, I mean, NAVI are really unpredictable. We've seen what they've done to other teams in Europe. We've seen what they did to SK most recently. We're not getting ahead of Да, меня ourselves. просто And I несло. think that shone through in their play. Yeah, I feel like Zulan has a very firm grasp on himself, honestly. Very modest now. You know, he's starting to mature in a wonderful way, and I think Tribe Gaming NA know themselves that, you know, anything can happen on the world stage, and keeping their cards close to their chest and just, you know, making it count through their thumbs is what Tribe Gaming NA is all about. That's right, let's have a look at our bracket now and catch up with where we are in day #2. We have one match left in our round of 16, and as you can see, NAVI are vanquished, Tribe Gaming advance to play the winner of our next match. Reconic Esports, hailing from mainland China, go up against SK Gaming. A matchup you just really would very rarely get to see. We're very glad to, of course, have representatives from mainland China here. And those quarterfinals are already getting set up. The storylines at this point are writing themselves. But again, another moment to talk about NAVI here, right? This is a team that's really delighted us over the course of this year. Having them in EMEA now is a treat because we get to see them month after month go up against the very best from that region. We're glad to have them stay in that region. We hope, of course, to see more from them next year. It's an exciting squad of players, Ark. Yeah, they're great guys as well. You know, they've got such great energy, you know, around the hotel and the venue here. I've really Третье, enjoyed что speaking with ребят. them and, you know, getting to learn a bit more about them. As again, we haven't really had them in a LAN setting for for a while, so you know, it's commiserations to them. I'd like to see them again, coming back on the main stage, you know, getting that all-important LAN experience. It would go such a long way for them.
Take a deep breath, ladies and gentlemen. Let's start to turn our attention towards our final match of the day. Reconic Esports go up against SK Gaming, and frankly, Reconic are an enigmatic team for us. Mainland China only had one of those qualifier matches to decide who would go through. Reconic didn't even win that one. More on that, of course, after we welcome them. Ну я честно, бля, я думал вся... Ну, сука, ну у них такой пик был, ну, блядь, это был... Ну, я понимаю, Лу, может, в какой-то степени контрит. Я понимаю, Эмс, да, контрит. Ну, блядь, ну, Бастерс, Макс, ну, бля, ну шо, бля, мне так обидно, сука, честно. Очень обидно. Мне очень обидно, честно, я не знаю, ну, бля... Тот момент еще, где Кубик не забил, он такой обидный тоже. Там из ультилу его закосило, и все, и он не забил, это очень... Player could make it to the stage. Это His очень name is обидно. Talk. He's gonna be by himself right here. He doesn't have his Мега teammates обидно, on stage, просто so I мега want you обидно. guys on the crowd to be his teammate. Make a maximum amount of noise for Talk and Reconic Esports! Reconic Esports fought valiantly this year in the mainland China finals and want nothing more than to put their home region firmly on the map. Coming in as the number 2 seed is, of course, NAVI Esports, who sadly weren't able to make it here today. Он But один. nonetheless, Reconic Esports qualified for the 2021 World Finals and now have the opportunity to better that performance. Right, back then they were Trick of China. They go up against Queen Nai, and they fall pretty spectacularly in a 3-0 series. Mainland China are yet to win a set at a World Finals. There's definitely a lot on these guys' tables, and how about this? Talk sat there on the stage. Talk about Да, мне one кажется, man я тоже versus из-за этого. the world. Мне кажется, тоже из-за Truly этого. great to see the crowd get behind this guy, but I know they're about to make some serious noise because Reconic's opponents, they're about to take the stage themselves. Et les derniers adversaires du jour, ils représentent le côté IMI et on les connaît bien. Il reste une seule place à valider pour demain. Un tonnerre d'applaudissements. Конечно, помощь pour с донатами, SK кто не знает, я Gaming. сейчас помогаю с аудиторией России с донатами. Начальте ко мне лично в ВК, в Телеграм. SK Gaming have been competing since the very birth of Кто не Brawl знает, ребят, у меня есть Esports. группа по донатам, где я помогаю с Semantic аудиторией EA России с and донатами. Chaos with Coach Pedro Закреплена ссылочка в чатике. the То есть importance вот of выкладываю, both ребят, все время patience отзывы, все время все controlled выкладываю. Кому aggression. надо переходить, смотрите. better than То anyone есть else. потом в России помогаю, ребят, лично я, с одного устройства в официальной валюте, так что не было видеть, что там кто-то был. Вот смотрите, выкладывал тут скрины, что происходит с теми, кто донатит сейчас в дешевых валютах. Впрочем, кому надо, заходите, ребят. Themselves. Обращайтесь, A помогу. team who scream louder than their spectators who cheer for them. Their passion speaks for itself. In 2021, the El Clasico was SK Gaming versus AC Milan Отсылочка на Clash. Coming into this year, they made Я those просто two наш чат не teams обращу. into Типа, one. я как Here, бы... iChaos, Semantic, the marriage of two teams that gave us some of the most exciting stories, rivalries, games in the EMEA region, became this tour de force that's known as SK Gaming with an unmatched amount of LAN experience as far as European teams are concerned. These guys are the real deal. They won 2 monthly finals in March and September, so a decent gap between them, but no one's ever Буду doubted this team. стримить. Even through their Да, ups но and у меня downs нет arc, мотивации. everyone has feared Это the даже name на сках SK. могу вырубить. Exactly that. You know, they are and have been so experienced every step of the way, but we've got to talk about last year for them at the World Finals, you know? It was not the experience that they were hoping to have. That's putting it lightly. In the first round, yeah, by Tribe Gaming NA, who, just to point out, they could well be facing again. We might get that Don't grudge tempt me match. with a good time, Mark. I know! And of course with MSI, you know, that Так, was ребят, вырублю звук. Way. This team, while they're looking at their opponents here, you know, we heard from Pedro, he said, look, we just don't have really any information about this team. We had to be prepared for anything, but they're also looking ahead. They're looking at that Zeta Division 1 team. They're coming back for what is theirs, and it's going to be quite a climb to get there. So right now, they need to dot their I's, cross their T's, they need to play tight, play perfect, and prepare themselves for what's to come. Штука, Коля, I Коля, do really feel for Talk as well, I'll be honest, because, you know, SK are a scary Да, team ребят, when не they хочу get стримить loud. дальше. They love to try to intimidate and... Вообще, пацаны, не знаю, ну я не могу встретить декатки, просто нет настроения. Не могу встретить, плюс, блядь. Я просто.
Это настроение статистика. Скин я уже забрал. Скин я уже забрал. Да, СК тоже крутые, но я просто... Я не могу, я просто сейчас бы себе с кислой миной его смотреть, я даже коммент. Я уверен, ребят, все, кто тут на стриме, вы все уже скины забрали. Уверен в этом. Ладно. Так, все был на стримочке, наверное. Эх. Ребят, у меня аватарка Нави. Дайте ему скин на тару. Кинем Нави Натио. Кинем Нави Натио. Чего там нету? Нави. Что-то. А завтра, ребят, завтра, допустим, стрим по финалу, ждите. Ну, просто надо отойти от этого. Завтра здесь стримчик. Тоже, как обычно.